Добрый вечер, дорогие друзья! Я вас рад видеть на своем канале. Для тех, кто, может быть, впервые оказался именно на этом уроке и не видел никаких предыдущих лекций, хочу сказать, что мы с вами разбираем карты Таро, и несколько необычные, а те, которые выпустила компания Los Scarabeo несколько лет назад, и для которых она заимствовала гравюры Густава Доре. Все карты выполнены в черно-белом варианте. Ну, в общем-то, классические гравюры именно так и должны выглядеть, но единственное, что они все разделены на различные темы. Естественно, у карт Таро есть своя тематика, ну, например, там старшие арканы, младшие арканы, которые делятся в свою очередь на числовые, придворные карты, на тузы. Но не об этом сейчас речь, а о том, что эти гравюры поделены по темам относительно каких-то книг. В частности, мы сейчас с вами разбираем пока еще те карты, которые относятся к библейской тематике. И давайте мы сразу с вами и переместимся в наш сегодняшний урок. Вот наш раздел Библия. Он содержит 26 карт. И мы потихонечку с вами подвигаемся уже к тому, что будем скоро разбирать финальную масть мечей. Но пока мы еще в пентаклях. Мы с вами уже разобрали пажа пентаклей, разобрали короля пентаклей, и сейчас на очереди у нас двойка пентаклей. И давайте мы с вами погрузимся во внешний вид сегодняшней лекции. Вот так она выглядит. Вы сразу видите все то, что я подготовил. Это традиционное значение, это соответствие, которое проигрывается по этой карте. Есть такая закладочка «Язычник», к чему она относится, разберем чуть позднее. Традиционно присутствует искусство. Там будет картина, там будет живопись, там будут те же гравюры. И биография. В виде биографии, точнее в разделе биографии я подготовил фильмы, и причем уже на сегодня не один, а аж целых два, которые, как мне кажется, так или иначе могут относиться к сегодняшней карте. Также вы видите монету и видите некое слово «адаптивность», которое я на сегодня почему-то решил взять как слово, которое могло бы, ну, если бы мне понадобилось какое-то взять одно слово, которое бы отображало нынешнюю карту, то я его, в общем-то, и взял. Это и есть то самое слово «адаптивность». И надпись, точнее, тема сегодняшнего урока, сегодняшней лекции называется «Иефай и его дочь». И смотрим с вами на карту. Я уже по некоторой традиции сделал ее так, как и раньше. То есть я взял оригинальную гравюру Густава Доре и разместил карту в том ее фрагменте, в той рамке, которую она занимает на оригинальном варианте. И в итоге мы видим, что почти полностью все изображение из гравюры попадает на карту. Во всяком случае, тематика, смысл, дух гравюры передан на карте полностью. Да, есть несколько лиц, которые обрезаны, остаются за кадром. И глядя на двойку пентаклей, ну, впору можно было бы сказать, что это тройка кубков. Да, почему-то она вот визуально похожа на тройку кубков. Какое-то веселье, 3 человека присутствуют в кадре, какая-то всеобщая радость. И это, конечно, несколько сбивает относительно того, когда мы сами вспоминаем традиционную карту двойка пентаклей из колоды Уэйта. Тема урока, естественно, уже нам раскрывает персонажа, который здесь изображен. Это дочь Иефая. Почему я не называю ее имени? Да, странный вопрос, но составители компании Los Scarabeo, они решили для тех, кто будет разбирать эти карты, несколько усложнить жизнь. Мол, ребята, вы у нас не лыком шиты, давайте думайте, почему мы изображаем девушку, а на самом деле вам нужно подумать о том, как вел себя ее отец. Ну, во всяком случае, я именно в этом сегодняшнем уроке и усмотрел этот самый посыл. Так, что мы с вами будем делать? Как мы будем с вами поступать? А мы сделаем с вами следующим образом. Мы с вами зачитаем сейчас библейский сюжет, дойдем до того места, которое изображено на карте, потом дальше перейдем уже к традиционному разбору карты по Уэйту, перейдем в зодиакальный дом, какой сегодня у нас соответствует данной карте, потом посмотрим соответствие. То есть, ну, естественно, что во время всех этих моментов мы будем с вами тут же делать прямой отсыл уже и к двойке пентаклей по Уэйту, по Густаву Доре.
насколько эти карты соответствуют, насколько библейский сюжет, который здесь изображен, и все, что ему предшествовало, и все, что следует за ним, то есть вся тема вокруг этой двойки пентаклей, как они связаны с традиционной двойкой пентаклей. Ну и дальше вот то, что я назвал закладочка язычник, искусство, биография, такого же скорее будет на закуску, когда уже можно будет расслабиться, когда можно будет заварить повторно себе чай, сделать кофе, распаковать круассанчик, намазать батон повидлом и наслаждаться уже, так сказать, не отвлекаясь на какие-то записи, на размышления, на включение какой-то логики, ума и слежение за тем, что вещает, в общем-то, тут Евгений. Так, что еще я хотел бы сказать? Может быть, буквально в двух словах напомнить о стихии Земля, которую мы разбираем. То есть Пентакли у нас относится к стихии Земля. Это у нас, если вдруг вы не смотрели предыдущую лекцию по королю Пентаклей, рекомендую, и по пажу Пентаклей. В общем-то, тоже было бы неплохо. Но, как минимум, посмотрите короля Пентаклей для того, чтобы быть больше в курсе относительно того, что у нас включено в эту самую масть Земли. Вообще Земля из всех мастей, это у нас будет самая медленная стихия из всех стихий. То есть это у нас воздух, мечи, это у нас жезлы, огонь, это у нас вода, кубки, и пентакли, это у нас земля. Так вот, пентакли, либо люди, которые относят себя так или иначе к стихии земля, или все действия, которые происходят у нас, связанные с вот этой самой темой, это будет все то, что связано с очень медленными изменениями. И отсюда, если мы говорим о людях, это те люди, которые не любят эти изменения как таковые. Желательно, чтобы все было стабильно. Чтобы вот как оно было вчера, как оно было 3-го дня, как это было 100 лет назад, чтобы оно было так же и сегодня. Никаких перемен. Чтобы все было прогнозируемо, чтобы все было предначертано, чтобы никаких метаний влево-вправо, чтобы не нужно было никакой лишней суеты. И потому любые подобные какие-то восприятия карты, где есть динамика, где есть какие-то изменения, они очень трудно воспринимаются с этой самой земной картой, картой Пентаклей. Потому что требуется что-то делать, требуется что-то менять. Ты не можешь уже усидеть на месте. И хотя сама по себе стихия Земля медленная, но все же она меняется. Времена года меняют друг друга, меняют медленно, но это рано или поздно происходит. И, конечно, когда мы смотрим в отрыве, предположим, там, в разрезе 1 дня, 2 дней, недели, месяца, 2 месяцев, кажется, что ничего не происходит. Все как было зеленое, так и есть. Все как плодоносило, так и плодоносит. Как приносило свой урожай, так и приносит. Как было тепло на улице, так и есть. Но если мы возьмем в разрезе полугода, то мы понимаем, что погода поменялась. Что Земля, она меняет свой внешний вид. Если вначале была зеленая буяющая трава, то в какой-то момент это будут какие-то пожелтевшие, опавшие листья, а потом вообще и посыпет снег. И этот факт нужно учитывать, что справедливости ради, стоит сказать, очень трудно происходит по стихии Пентаклей. Особенно, когда мы говорим с вами уже о практически каких-то раскладах, и тут не важно, на какого человека она выпадает, может быть, человек себя относит вообще к стихии жезла, он по жизни не является таковым, но ситуация развивается по пентаклям, и мы можем уже смело говорить о том, что это будет что-то такое трудно, медленно достижимое, с какими-то такими внешними сопротивлениями, препятствиями и так далее и тому подобное. Так, что я предлагаю сделать? Я предлагаю, в общем-то, уже сразу перейти к чтению того отрывка из Библии, который нам необходим для того, чтобы погрузиться в эту карту. Буквально, может быть, пару слов относительно того, что мы здесь видим. Мы видим здесь на первом плане девушку, которая радостная, которая танцует, которая поет, которая вот открыла руки свои не то воздевая их к небу, не то в объятиях, желая обнять человека, который к ней приближается. В общем, вся карта, она пропитана какой-то радостью, каким-то праздником, что ли. Поэтому и она не воспринимается как двойка пентаклей, я повторюсь, скорее как тройка кубков, кто в теме тут меня понимает, о чем идет речь. А как же зовут эту девушку? Да? Я даже не написал ее имя. Написал просто Иефай, понимаю, что это отец, и его дочь. Должен сказать, что Библия тоже не говорит о том, как зовут эту девушку. Да, вот такая вот загадка. На карте изображена девушка, подписана двойка пентаклей, и в Библии нет даже имени
о том, как зовут эту девушку. Вот так вот мы будем сегодня с вами работать. Но ничего, разберемся. Так, небольшая предыстория. Эта карта нас относит ко временам, когда израильтяне вышли из египетского рабства. Буквально вот пару сейчас вам фидбэков относительно этих карт, которые мы уже разбирали. Я надеюсь, что вы как раз из тех фолловеров, которые следят за лекциями последовательно, и они помнят еще карту Маг, когда Моисей выводил под предводительством Господа Бога израильтян из египетского рабства. Потом ввиду их, скажем так, некой недоверчивости, строптивости, как там говорилось в Библии, жестоковыйности, они не готовы были войти сразу же в землю обетованную, склоняли свое сердце к идолопоклонству и так далее, и они 40 лет блуждали по пустыне. И только уже Иисус Навин, это преемник Моисея, смог ввести этих людей в землю обетованную. Вспоминаем карту четверка жезлов. Земля обетованная. Помните, когда люди несут на шесте такой огромную гроздь винограда? Они, когда отправили лазутчиков, разведчиков в землю обетованную, то они убедились, что земля очень хороша. И, в общем-то, Бог их и привел туда, куда Он им и обещал привести. Затем, после завоевания земли обетованной под предводительством Иисуса Навина, наступают времена, когда Иисус Навин уже умирает, и Господь управляет людьми с помощью судей. То есть в какой-то момент по замыслу Бога должно было воцариться в израильском государстве теократическая форма правления. То есть это не монархия, не феодализм, не демократия, а теократия. Что такое теократия? Теос – это у нас Бог, кратос, по-моему, народ, да? То есть управление. Я могу, может быть, что-то путать. Короче, это у нас форма управления, которая как бы напрямую идет от Господа Бога, но через судей. То есть не было монархов, не было царя, не было короля, который мог бы установить какую-то вертикаль власти, а были судьи, которые выполняли как раз вот такую вот, с одной стороны, задачу духовных лидеров, как первосвященники, что ли, да, направлять людей в ту сторону, чтобы двигаться в плане служения Господу. С другой стороны, они выполняли буквальную функцию судей, когда они судили людей, если были какие-то сложные моменты, сложные аспекты. Вспоминайте Девру, судью, она там очень хорошо в этом плане раскрыта. Это у нас была карта, по-моему, паж жезлов. Вспоминайте Самсона, но он там больше знаменит, конечно, своей силой. И вот сегодня мы с вами говорим еще об одном судье, которого зовут Иефай. И как же он стал судьей, и что это за человек. И хотя у нас, повторюсь, изображена здесь девушка, его дочь, но нам в большей степени нужно обратить будет внимание именно на те все события, которые в большей степени связаны вокруг Иефая. Возможно, я не мониторил прямо эту тему, но может быть так случилось, что Гюстав Дре не изобразил ни в одной из своих гравюр самого Иефая, и поэтому составители Лоскарбео взяли просто дочь, дабы привлечь наше внимание ко всем тем событиям, которые связаны вокруг нее. А уже человек, который копнул глубже, как мы с вами, он поймет, что здесь дело не столько в дочери, сколько, в общем-то, в ее отце и все, что с ним связано. Поэтому это у нас времена судей. Времена судей были несколько тяжелые, потому что израильтяне постоянно уклонялись от того, чтобы поклоняться Господу. Они постоянно искали какие-то легкие пути. Хотя это на самом деле поклонение Господу и было самым легким путем, но, в общем-то, причинно-следственную связь люди не наблюдали, и они считали, что можно поступать так, как им кажется нужным. И что они попали в землю обетованную только благодаря каким-то своим сверхъестественным способностям, просто потому, что они евреи, такие вот умные, такие прозорливые, такие воинственные, такие, в общем, такие раз такие, а не потому, что Бог был с ними. Поэтому наступает очередной момент, когда сыны Израилевы продолжали делать злое перед очами Господа и служили Ваалам, и Астартам, и богам арамейским, и богам сидонским, и богам моавитским, и богам аммонитским, и богам филистимским. Это все те народы, которые окружали израильтян и которые были так или иначе к ним враждебно настроены. Что, в общем-то,
И парадокс. С одной стороны, Господь отдал вам землю, на которой вы раньше не были хозяевами, отдал вам землю, где течет молоко и мед. Мы помним, насколько эта земля обетованная, она обладала большой урожайностью, она обладала всеми теми чудесными свойствами и качествами, о которых можно только было мечтать, находясь еще там, в том египетском рабстве. И вместе с тем теперь эти люди, они начали поклоняться тем всем божествам, которым поклонялись соседние народы, забыв о том, кто их на самом деле привел. Тема не новая. «И воспылал гнев Господа на Израиля, и он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян». То есть, казалось бы, да, вот они думали, что мы будем поклоняться тем же самым богам, которым поклоняются наши соседи, и все будет хорошо. Но нет. Они начали на них нападать. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет. Всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Аморейской, которая в Галааде. Наконец аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином и с домом Ефремовым, и весьма тесно было сынам Израиля. Стоит сказать, когда вот идет речь про Иуду, Вениамина и дом Ефрема, это все отдельное колено Израилевое. В целом все евреи разделялись на 12 колен, как их разделил Моисей. Но позднее, когда мы будем с вами уже, мы, в общем-то, эти карты разбирали, когда мы говорили о Соломоне, когда мы говорили с вами о карте сила, о карте справедливость, там шла речь о том, что существовало два отдельных государства, иудейское и израильское, и они вот в те года были объединены. Помните, царь Иорам также, он как бы существовал и там, что мы с вами выяснили. Так вот, эти все два отдельных государства, которые очень часто были как раз именно отдельными, они еще также разделены были на 12 колен. Так вот, притеснялись не все колена, а только колено Иудина, Вениамина и Ефремова. «И возопили сыны Израилевы Господу и говорили: согрешили мы пред Тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам». Ну, картина, в общем-то, очевидная. Наступают плохие времена, точнее так, начинает поклоняться каким-то иным божествам. Иными словами, отступает от пути Господа, в данном случае путем идолопоклонства. Начинаются проблемы в обществе. В итоге они понимают причинно-следственную связь, обращаются к Господу, начинают стенать, плакать, рыдать и умолять. И здесь идет перечень их, скажем так, стенания и вопрошения к Господу. Они также говорят, что «и отвергли от себя чужих богов, и стали служить Господу, и не потерпела душа его страданием Израилева». То есть в какой-то момент они покаялись, мало того, что на словах, они еще и отвергли все эти идолопоклонства, которые совершали ранее, и обратили свой взор снова на единого великого Создателя. И из-за этого и не потерпела душа его, имеется в виду Господа, страдания Израилева, то есть он над ними смилостивился. Народ и князья галаадские сказали друг другу: кто начнет войну против аммонитян, тот будет начальником всех жителей галаадских. Почему так? Потому что аммонитяне, они собрались, расположились станом в Галааде и выступили с тем, чтобы начать такую полномасштабную войну. То есть уже не какие-то набеги, не притеснения близлежащих каких-то там районов, семей, которые жили в непосредственной близости, в приграничных районах, а именно уже они перешли Иордан и собирались пойти войной против сынов Израилевых. И вот как раз народ и князья, то есть в целом, можно сказать, общество галаадское собралось и сказало: кто начнет войну, тот будет, значит, начальником всех жителей галаадских. То есть вот они между собой так решили, что нам нужен предводитель, нам нужен человек, мы понимаем, давайте читать между строк, да, человек с сильной рукой, человек с сильным характером, человек-лидер, который сможет найти как в себе силы, так и поднять народ или иметь какое-то, может быть, небольшое войско, которое выступит против аммонитян. И мы тогда сделаем его начальником всех жителей галаадских. И переходим теперь к нашему главному герою. Иефай галаадитянин был человек храбрый. Он был сын блудницы. Блудницы в смысле проститутки, кто не знает. От Галаада родился Иефай.
и жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Иефай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним. Через несколько времени аммонитяне пошли войной на Израиля. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Иефая из земли Тов. И сказали Иефаю: «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». Иефай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем вы пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Иефаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами, и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Иефай старейшинам галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галаадские сказали Иефаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Иефай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем. И Иефай произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе. И послал Иефай послов к царю Аммонитскому сказать: «Что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей?» Царь Аммонитский сказал послам Иефая: «Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Иавака и Иордана, и так возврати мне ее с миром». Иефай в другой раз послал послов к царю Аммонитскому сказать ему: «Так говорит Иефай: Израиль не взял земли Моавитской и земли Аммонитской, ибо когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню к Черному морю и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю Едомскому сказать: позволь мне пройти землю твоею. Но царь Едомский не послушал, и к царю Моавитскому он посылал, но и тот не согласился. Посему Израиль оставался в Кадесе. И пошел в пустыню, и миновал землю Эдомскую и землю Моавитскую, и, придя к восточному пределу земли Моавитской, расположился станом за Арноном, но не входил в пределы Моавитские, ибо Арнон и есть предел Моава. И послал Израиль послов к Сигону, царю Аморейскому, царю Есивонскому, и сказал ему Израиль: позволь нам пройти землею твоею в свое место. Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои, и собрал Сигон весь народ свой, и расположился станом в Иааце, и сразился с Израилем. И предал Господь Бог Израилева Сигона и весь народ его в руки Израилю, и он побил их, и получил Израиль в наследие всю землю Аморея, живущего в земле той. И получили они в наследие все пределы Аморея от Арнона до Иавока, и от пустыни до Иордана. Итак, Господь Бог Израилев изгнал Аморея от лица народа своего Израиля. А ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамас, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам в наследие Господь, Бог наш. Разве ты лучше Валака, сына Сефорова, царя Моавитского? Ссорился ли он с Израилем, или воевал ли с ними? Израиль уже живет 300 лет в Есивоне и зависящих от него городах, в Араере и зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их? А я не виновен пред тобою, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Господь судья будет ныне судьей между сынами Израиля и между аммонитянами». Но царь Аммонитский не послушал слов Иефая, с которыми он посылал к нему. И был в Иефае дух Господен, и прошел он Галаад и Манассию, и прошел Массифу Галаадскую, и из Массифы Галаадской пошел к аммонитянам. И дал Иефай обет Господу, и сказал: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу,
и вознесусь ее на всесожжение. И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим, от Араера до Минифа 20 городов, и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевым. И пришел Иефай Массифу в дом свой, и вот, дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься». Она сказала ему: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои. Когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим аммонитянам». И сказала отцу своему: «Сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца, я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал: «Пойди». И отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал. И она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая Галаитянина 4 дня в году. На этом можно, в принципе, уже остановиться, потому что мы с вами прочитали самое главное событие, которое изображено на карте, но оно было бы совершенно нам непонятно и бессмысленно, если бы не было контекста всего того, о чем мы с вами прочитали до этого. Итак, если пересказать буквально в 2 словах, что мы с вами наблюдаем. Мы с вами посмотрели на короткую биографию некого человека, которого зовут Иефай. Что нам о нем известно? О том, что это человек, как написано, сын блудницы, то есть это человек, сын проститутки. Его отца звали Галаад, то есть он родился от Галаада и безымянной, тут не написано, как звали его маму, безымянной проститутки. Но также у этого Галаада были еще и другие сыновья. И вот когда они возмужали, то они изгнали Иефая и сказали ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». То есть мы знаем сами, что в Израиле было принято иметь не одну жену, порой не 2, не 3, а их могло быть несколько, их могло быть много. Все зависело от того, насколько человек мог себе позволить, скажем так, содержать всех этих женщин и управлять этим домом. И вот когда случилось так, что сыны восстали против Иефая, они его выгнали, и он поселился в некой земле Тов. Забегая наперед, скажу, что это земля, которая пригранична с аммонитянами. Он там собрал вокруг себя неких праздных людей. Что такое праздные люди? Это люди, которым также не было чем заняться. Люди, которые по той или иной причине были отлучены от каких-то привычных занятий. И можно было бы на первый взгляд подумать, что это человек, который был бездельник и ничем не занимался. Но есть пару моментов, которые нам говорят об обратном. Потому что, во-первых, к нему ни с того ни с сего в случае опасности приходят старейшины города и князья, и говорят, что приди и будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами. Второй момент, где-то было, что человек, он был сильным, сказано. Что-то я это сейчас не могу так быстро найти. Ну хорошо. И состоится диалог между Иефаем и старейшинами города. А он им отвечает справедливо и вполне резонно, парируя их вопрошение. Мол, ну а не вы ли меня выгнали из дома отца моего, а теперь вы просите у меня? И что мне теперь делать вообще с этой всей ситуацией? Ну, они ему говорят, мол, ну, потому и пришли, потому что пришли, да, потому что некуда нам больше идти и не у кого просить помощи. Это вот насчет того, насколько он был человеком праздным, что такое праздный человек. И Иефай говорит в таком случае: ну окей, хорошо, если я все-таки сражусь с аммонитянами, и если так случится, что Господь предаст их в руки мои, то останусь ли я у вас главными старейшинами? Они говорят: да. Вот прям Господь и будет свидетелем перед нами.
мы с тобой заключаем завет и соглашение, что так и будет. Окей, как говорится, ударили по рукам, он начал собирать свое войско, он начал действовать не опрометчиво, а он послал к аммонитскому царю известие, мол, о том, что так и так, что ты вообще задеваешь какой-то бунт, какое-то нападение, эта земля не тебе принадлежит, и видно, что человек обладает какими-то знаниями историческими и объясняет, по полочкам все раскладывает, что эта земля, в общем-то, не твоя. И что ты 300 лет, если она была твоя, что ты 300 лет молчал, и сейчас ты почему-то об этом заговорил. Но он его не послушал, аммонитский царь. Тогда Иефай, мы еще раз обращаем внимание на то, что он дает обет. Что такое обет? Обет – это обещание. Иными словами, помните, там обетование Господа. Это как договор между Господом и человеком, в данном случае Иефаем. То есть он говорит, если я сделаю то-то и то-то, или если ты сделаешь мне то-то и то-то, то я тебе сделаю то-то и то-то. Вот это и называется обет, договор. И он говорит, что если ты предашь, во-первых, он просит, что предай аммонитян в руки мои, а если ты это сделаешь, то первое, что выйдет из дома моего, как знак преданности, как знак такой вот приверженности, первое, что выйдет из ворот дома моего, я отдам тебе на все сожжения. И, в общем-то, так они и договорились с Господом, он на него понадеялся, и видим, что Господь не подвел его и предал аммонитян в его руки. И когда он возвращается в свой родной дом, в город Массифу, выходит навстречу дочь. Вот мы сейчас видим как раз эту радостную сцену, которая для Иефая отнюдь не радостная. Он, как по обыкновению евреев, раздирает на себе свою одежду, что должно сразу стать признаком скорби. Тут не сказано, что посыпал свою голову пеплом, или одел в ретище, но и так понятно, что, разорвав свою одежду, человек впадает в состояние крайней какой-то беспомощности, в состояние какой-то депрессии, ступора и непонимания вообще, что делать. И только высшие силы можно призвать к тому, чтобы сейчас что-то как-то разрешилось положительно. И он говорит, что ты нарушила покой мой, и что я отверз уста свои пред Господом, и теперь не могу не выполнить слово. Она говорит, отец мой, коль ты пообещал, то выполняй то, что ты пообещал. Но, пожалуйста, дай мне 2 месяца для того, чтобы мне оплакать мою действенность в горах, и я пойду с подругами, буду ее там оплакивать. Вот то, что мы с вами прочитали так вот буквально вскользь, мы сейчас с вами не углублялись между строк, у нас будет на это время, мы углубимся. Особенно, когда мы будем с вами разбирать уже в течение времени двойку пентаклей традиционную, когда будем с вами разбирать зодиакальный дом, и когда мы с вами перейдем в раздел «Язычник», и вот там мы еще полнее разберем биографию самого Иефая, так чтобы она у вас плотно укрепилась, глядя на эту карту. Я понимаю, что несколько это путает, когда вы смотрите на эту карту, у вас явно вы будете видеть дочь Иефая, но тут же, поскольку она безымянная, и в Библии даже видите ее имя не упоминается, вы сразу будете вспоминать Иефая. Иефая, его дочь и все, что с этим связано. Так, что еще можно зачитать? Можно только сказать, знаете, что еще, чтобы мы с вами полнее раскрыли картину, потому что тут не так много и осталось. Помните, что изначально аммонитяне, они выступали не против всех колен Израилевых, они выступали против колена Иудина, против колена Ефремова и Вениаминова, по-моему. И после всего этого замечательного сражения, после выполнения обетований пред Господом, когда он должен свою дочь принести в жертву, тут вдруг ни с того ни с сего колено Ефремова собралось, перешли в Сивину и сказали Иефаю: а что ты ходил воевать с аммонитянами, а нас с собой не позвал? Мы сожжем дом твой огнем и с тобой вместе. Ничего себе, такая заявочка. Иефай сказал им: я и народ мой имели с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас, а вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мной? Он противоставляет, в общем-то, и колено Ефремова даже не столько себе, сколько Господу. Да? Он говорит, что это не я такой замечательный, это Господь предал их в руки мои, а вы сейчас, получается, против кого выступаете? Против меня? Господь предал их в руки мои, а вы где были? И собрал Иефай всех жителей Галаадских и сразился с ефремлянами,
и побили жители галаадские ефремлян, говоря: вы беглецы Ефремовы, Галаад же среди Ефрема и среди Манасии. Ну, то есть немыслимо, да, мы с вами, в общем-то, один народ. Вы что сюда пришли? Мы спасли сейчас вас, да? Вы пришли нас обвинять в том, что мы выиграли сражение без вас? Ну и дальше говорится о том, как позорно ефремляне убегали, как они их настигали, как они, в общем-то, значительную часть колена Ефремова умертвили и поразили. И после всех этих событий Иефай был судьей Израиля 6 лет. И умер Иефай галаадитянин и погребен в одном из городов галаадских. И далее уже переходит повествование о том, кто стал следующим судьей. Вот такая вот история. И я сейчас хочу взять такую короткую паузу, молчание, да, чтобы мы с вами не наговорили ничего лишнего. Условно говоря, я что имею в виду? Что мы сейчас, когда будем с вами разбирать подробнее каждый из разделов, то мы будем постоянно возвращаться к событиям, связанным с Иефаем, и полнее раскрывать соответствие, которое у нас проигрывается в этих событиях, о которых мы только что читали. Поэтому давайте сразу с вами погружаемся в значение. Что значит значение? Это те значения, которые традиционно отображаются за карты, кроются за карты двойка пентаклей в колоде Уэйта. Вот я не хочу ее сейчас расписывать и раскрывать. Я надеюсь, что вы человек, скажем так, посвященный и, в принципе, знаете, как двойка пентаклей, она отыгрывается, что она собой представляет, о чем она может говорить. Ну, если даже так и не является, то тогда будем с вами сейчас это все разбирать. Итак, двойка пентаклей. Тайна двойки пентаклей ведет двояком внешнем и внутреннем действии, и притом обоюдно уравновешивающим. Внешне она несет превратности, а внутренне умение с ними разбираться. Это попытка контролировать несколько дел, ситуаций, проектов, отношений одновременно. И если мы абстрагируемся от событий с Иефаем, а смотрим только на эту карту, то, конечно, здесь видно нам человека, который пытается балансировать двумя монетами, двумя пентаклями, и вся его поза, вся символика карты, все, что на ней изображено, оно нам указывает как раз на вот этот момент того, что человек пытается контролировать несколько дел, несколько ситуаций, проектов, каких-то отношений. В общем-то, зависит от того, на какую мы сферу смотрим, одновременно. То есть одно, есть второе, и человек вот это вот все хочет уравновесить. Но если мы с вами говорим об этой ситуации, об Иефае, то а что же тут? Какое же тут двоякое внутреннее, внешнее действие? Какое же тут уравновешивание? А вот здесь сразу стоит нам обратить внимание на несколько ситуаций. Одна из них – это как вели себя старейшины, как вели себя люди Галаада. То есть, с одной стороны, они выгоняют Иефая из его дома, он вынужден поселиться в какой-то другой земле, земля Тов называется, и там, в общем-то, как-то существовать, да, собрать вокруг себя какую-то команду, и Библия не говорит о том, чем он занимался, но за счет чего-то он это жил, в общем-то, да. А потом они приходят и говорят: а будь-ка ты нашим старейшиной, да, потому что нам плохо стало. И он говорит: ну, а с какой только радости вы меня выгнали, и что теперь? Ну, мол, вот там даже не написано «извини». Ну, выгнали, а теперь будь нашим старейшиной. И вот чем вам не двойка пентаклей, когда есть какое-то такое двоякое, да, вот действие. С одной стороны, мы поступаем вот так, а когда ситуация поворачивается против нас, мы поступаем вот так. Но, как и все карты, в общем, Таро, в том числе и двойка не исключение, стоит обратить внимание на то, что здесь есть двоякое действие. Это внутреннее и внешнее. То есть это может быть балансировка как внешних каких-то сил. Что значит внешних? Это когда есть какие-то независящие от нас обстоятельства, которые заставляют нас сохранять равновесие. То есть мы уже что-то в руках имели, а тут нам кинули еще один мяч в руки. Да? Вот представьте, что в руках это не пентакль, а мяч. И нам надо как бы схватить этих оба мяча и пытаться балансировать. Эта же ситуация может и внутри проигрываться. Когда мы сталкиваемся с чужим мнением, когда мы сталкиваемся с чужой реальностью, когда мы сталкиваемся с какими-то изменениями, что такое пентакль? Пентакли – это у нас, в общем-то, наша жизнь, это и есть пентакли. Вот в ее чистом, конкретном, материальном проявлении. Вспоминайте вот короля пентаклей, предыдущую лекцию, пажа пентаклей, лекция еще перед этим.
Все нам говорит о том, по этим двум картам, что это такая очень земная масть, очень такая тонко ощущающая жизнь, ощущающая других людей на вот таком чисто материальном уровне. Это такие очень деловые люди, очень практичные, прагматичные. Для них, в общем-то, все, что их окружает, этот мир, это настолько понятно, настолько близко, не надо никакой там интуиции, что-то завуалировано, какой-то мистики. Вот она жизнь, вот она здесь, сейчас. Так, значит, наличие равновесия в каком-то вопросе, но не возвещает о равновесии, понимаемым как стабильность и почти стагнация. То есть, что имеется в виду? Да? С одной стороны, вот такое как бы противоречие. Говорит о равновесии в каком-то вопросе, но это не возвещает о равновесии в понимании стабильности. То есть это не та стабильность, когда человек стоит, руки в брюки, и ему ничего не угрожает. Нет, это та стабильность, точнее, это то равновесие, которое, знаете, как канатоходец. Вот ты когда на него смотришь, я думаю, вы все видели, а если нет, то можете себе представить человека, идущего по канату, с шестом, например, да, и он этот шест выставил, либо он руки выставил, пытается словить баланс. И мы понимаем, что в целом его положение очень неустойчиво. Но в конкретном этом случае он балансирует, он же не упал, он балансирует. То есть он может, оказавшись в каких-то для себя новых обстоятельствах, ситуаций, сохранять баланс. Но это явно не о стабильности. Он не стоит на твердой земле, он балансирует. То есть эта карта передает нам как раз вот такой вот дух. И вспоминая Иефая, вспоминая старейшин, то есть в этой всей ситуации видно какой-то некий баланс, некую попытку сохранить равновесие. И в поведении Иефая, да, вот он понимает, что с одной стороны, да, он как бы может сразиться с аммонитянами, с другой стороны, ну хорошо, что я с этого получу, ну давайте я вернусь в дом свой. Ну, он не говорит об этом напрямую, но коль он станет старейшиной над галадитянами, то понятное дело, помните, там еще такая фраза: «Не вы ли меня выгнали из дома моего?» Вполне не исключительно, что когда его выгоняли из дома, то либо это были не просто только братья его, а что это прям, ну так, все общество его, да, выгнало, либо имеется в виду, что не против было, да, с такого молчаливого согласия. А возможно, что нынешние старейшины города являются как раз и его братьями, что они сейчас доросли, дослужились до того положения в обществе, что стали уважаемыми людьми, и теперь они занимают посты тех самых старейшин. Вот. Соответственно, когда он пытается сбалансировать, он понимает, что он может сейчас пойти войной против аммонитян, но с другой стороны, а как бы что я с этого получу, что я с этого поимею? Давайте договоримся, давайте мы с вами уравновесим чаши весов. С одной стороны, я вот это сделаю, а с другой стороны, вы мне вот это. Ну, окей, пойдет. Вот с этой стороны, то есть видим, как балансировку со стороны старейшин города Галаад, той земли, так и со стороны самого Иефая. Если уже забегать наперед, то тут можно увидеть баланс из-за стороны дочери Иефая. Мы вот поговорим об этом позднее, потому что такая щекотливая тема насчет того, все-таки принес он ее в жертву или не принес. Не написано так напрямую, что он ее сжег. Да? Вот как помните, Авраам чуть ли не убил своего сына, но сын его был чудом спасен, а вот все-таки принес, не принес. Я прослушал ряд теологов, ряд людей, которые в эту тему погружены, и мнения, конечно, расходятся, и я бы не хотел сейчас придерживаться какого-то одного. Да и в конце концов у нас не стоит такая задача, чтобы переубедить вас или склонить к какой-то одной точке зрения, принес он ее в жертву или не принес. Но мы по всему видим, что даже в моменте, когда вот это все случилось, она говорит, ну, мол, на 2 месяца отпусти меня, ну, не на 2 дня, на 2 месяца отпусти меня в горы с подругами, а оплакивать мою девственность. Тоже, да, вот такое, что-то такое ощущается, как бы встречное предложение, да, вот он говорит, я должен выполнить обет, она говорит, ну, хорошо, папа, выполняй, коль пообещал, ну, вот сделай так-то и так-то. То есть, знаете, как две реальности сталкиваются, и надо как-то, ты не можешь и одну убрать реальность, и вторую, их две есть, вот что с этим делать, есть две реальности, и ты ни одну в карман не спрячешь, есть обе. Все, надо с этим жить, надо с этим работать. Это как данность, примите это. Есть аммонитяне, есть старейшины. И Иефай понимает, есть аммонитяне, есть старейшины. Две реальности. Вот как их вообще уравновесить, как балансировать? А вот как. Окей, я к аммонитянам,
а вы мне тогда делайте меня судьей, и я вернусь уже, в общем-то, в общество. Двигаемся дальше. Так. Самое худшее, что может принести двойка пентаклей, это ощущение метаний из крайности в крайность. То густо, то пусто, то все хорошо, то все плохо. Вот так, в традиционном значении такое, да, вот. Какие-то противоположности, диаметрально разные, как день и ночь, как черное и белое. То густо, то пусто, взлеты и падения. Такое вот. Двойка пентаклей – суетная карта. И суета это обычно связано с карьерно-денежными интересами. Иногда ее можно трактовать как пошатнувшееся положение. Человек заметил признаки его ухудшения, услышал какой-то тревожный звонок и забеспокоился, и теперь лихорадочно активничает. Если мы с вами отложим на секундочку в сторону эту карту и просто сосредоточимся на вот этой, и вспоминаем с вами стихию Землю, вспоминаем с вами пентакли, и сопоставим все, что мы сейчас прочитали, что у нас получается. Значит, карту можно иногда трактовать как пошатнувшееся положение. Человек, что значит пошатнувшееся положение? Человек заметил признаки его ухудшения. Услышал какой-то тревожный звонок и забеспокоился, и теперь лихорадочно активничает. Мы, по большому счету, здесь и наблюдаем тех самых два пентакля, тех самых две реальности. С одной стороны, это какая-то новость, это какие-то поступившие новые сведения, какие-то внешние обстоятельства, какие-то новые данные, что угодно. В общем, есть некая реальность по тузу пентаклей, с одной стороны, и есть твоя личная реальность, либо твоя какая-то активность, то есть ты начинаешь вот это жонглировать, начинаешь суетиться. Ну, то, что у нас и происходит в этих всех ситуациях. Здесь авторы пишут: старое мудрое правило. Когда видишь перед собой какую-то карту, вспомни ту, которая ей предшествует, и ту, которая будет следующая за ней. И давайте мы с вами подумаем, вспомним. Перед двойкой пентаклей что у нас? У нас есть туз пентаклей. О чем говорит туз пентаклей? Ну, мы опустим там все какие-то значения. Это просто говорит нам о стихии Земля. Это нам говорит о каком-то материальном благе, каком-то материальном мире, в конце концов, о чем-то материальном, физическом, ощутимом. То есть, с одной стороны, какая-то реальность, которую можно воспринять, понять, увидеть, почувствовать. Она может тебе нравиться, может нет, смотря какой туз для тебя, прямой или перевернутый. А следующая карта – это тройка пентаклей. Тройка пентаклей – это у нас сотрудничество взаимовыгодное. И вот понимание этих двух карт и то, где мы сейчас находимся посередине между ними, это как раз и есть промежуточный процесс. Мы понимаем, что появляется какая-то новая реальность, которая отличается от нашей. Вот мы здесь сами прекрасно такие существовали. В первом зодиакальном доме некие такие овны абстрактные. И тут щелк, включается второй дом. О, здрасте, оказывается, есть что-то еще второе. И что мне теперь с этим делать? Взаимодействовать. И получается, мы с вами плавно должны перетекать в третью карту, тройку пентаклей. Вот так вот авторы рекомендуют нам разбирать, в принципе, любую карту, но в частности, давайте сейчас пока сосредоточимся на этой самой двойке пентаклей. Ну, стоит ли говорить, что здесь у нас, в общем-то, и происходит в этой всей ситуации. Жил себе Ефай в этой земле Тов с этими разными людьми, и в ус не дул. Все было замечательно. Тут появляются старейшины города со своей новой реальностью, со своим тузом, обрисовывают эту круглую ситуацию, по полочкам все разложили, и вот они ему дают, на, мол, держи, дружище, вот этот круглый. И он такой, ух, так раз его перевесило в эту сторону. Он понимает, что у него тут как-то недовес, надо уравновесить эту чашу. Говорит, ну, давайте мы вот сюда, мне в эту руку еще накиньте мне судью, что я буду у вас главным, и верните меня в ваше общество. Вот тогда, может быть, мы с вами и поиграем в эту замечательную игру. Вот и тогда мы тут, конечно, не видим тройки, но в целом, да, ситуация в тройку пентаклей тоже вписывается. Они между собой отлично, взаимовыгодно сотрудничали. И они в итоге смогли успешно и удачно сотрудничать. Они добились успеха, они выгнали этих самых аммонитян. Для старейшин хорошо, для всех жителей города хорошо, для всех их 3 колен, которых это касалось, хорошо.
Для Ифая тоже, опустим ситуацию с дочерью, о ней поговорим позже, для него это тоже хорошо. Он стал судьей на 7 лет, и в конце концов он теперь уважаемый человек. Он находится на топе, на вершине. Глава всей этой земли. Как прогноз, двойка Пентаклей сообщает, что в ближайшем будущем потребуются все деловые навыки и немалая доля изворотливости, чтобы поддерживать свои дела на должном уровне. Также двойка Пентаклей может означать присутствие двух разных возможностей, между которыми либо нереально, либо бесполезно выбирать. И вот по этой карте это очень хорошо мы с вами видим. Ту самую реальность, которая возникает в случае, когда приходят старейшины и просят Иефая выступить против аммонитян. Мы увидим в следующий раз реальность, когда он возвращается домой, и дочка выходит его встречать, и каждый раз сталкиваются разные реальности. Реальность Иефая и реальность старейшин, реальность Иефая и реальность его дочери. И это все невозможно что-то одно убрать. Никуда ты его не денешь, не спрячешь, не откажешься, ничего. Вот оно просто есть. И с этим надо работать. Вот тебе в руки кинули этих два меча, этих два пентакля, и что хочешь, то и делай. Но твоя задача устоять. Либо не устоять, но желательно устоять. Давайте сейчас с вами поговорим о том, как эти карты, как эта карта может проиграться у нас в каждой из наших сфер. То есть саморазвитие – это когда мы попытаемся вот эту самую двойку пентаклей примерить на себя. А что мы можем в таком более углубленном философском смысле вынести из примера Иефая, из этих всех событий, которые вокруг него развивались, и дальше пойдем еще с вами по карьере, по финансам, по отношениям. Все постепенно. Итак, саморазвитие. Двойка пентаклей. Карта вовсе не мрачная и удручающая. Ее дар и урок – способность радоваться жизни при любых обстоятельствах, будь то напряженка со временем или деньгами. Философски воспринимать происходящее, без глубокомысленной хандры, смотреть на многое сквозь пальцы, ничего не принимая близко к сердцу. И хотя ситуация с аммонитянами, с войной против аммонитян выглядит такой себе непонятной, то вот ситуация, напрямую изображенная на карте, когда дочь Иефая вышла его встречать, вот как тут прям не принимать близко к сердцу, как тут не забеспокоиться, как тут вообще не засуетиться и не повернуть время вспять и вообще не подумать о том, что, зачем я это все сказал, для чего я произнес эти слова. Я же мог просто попросить Господа помощи, без того, чтобы давать какой-то там обет со своей стороны. Но нет. Мы видим, что Иефай, во всяком случае, в Библии не говорится, кроме того, что он разорвал одежды свои, да, может быть такая попытка его совместить свое внутреннее я, какую-то свою борьбу, свое нежелание эту ситуацию воспринять с тем, что она есть, что она существует. Хочешь, не хочешь, а вот все, обет сказал, надо выполнять. Но если мы говорим с вами о саморазвитии, то вот по этой карте мы должны понимать, что однозначно будет какая-то борьба, то есть какое-то у нас сопротивление. Есть что-то одно, есть второе, есть черное, есть белое. Что-то появляется такое, чего у нас раньше не было, причем не комплементарное, а противоположное. И надо на это надо смотреть сквозь пальцы, не принимать близко к сердцу и попытаться абстрагироваться. В конце концов, чем не пример с Иефаем, когда к нему пришли старейшины. На секундочку, человека выгоняют из города, а он имел вполне себе такое же право на дом отца, как и все остальные. Да, он сын проститутки, и что с того? В Библии есть много примеров, когда сыновья проститутки, они имели такое же полное право на имущество своего отца, как и остальные дети. Тем более и закон левитов, который записан в книге Второзакония, об этом говорит. О том, что неважно, любимая жена, нелюбимая, первая, не первая жена, если ты родился в этой семье, а уж тем более, если ты являешься первенцем, то ты полностью можешь претендовать на то, что тебе полагается. А тут, получается, они к нему пришли, и он мог бы возгордиться, сказать, наконец-то, я так долго ждал. Господь просто послал меня в руки, послал вас в руки мои, да? И вот, я посмеюсь теперь над вами. Мне-то аммонитяне ничего не сделают. Что такое? У меня земля ТОВ где-то на окраине, сбоку, рядом.
а вот я посмотрю на вас. А потом, когда манитяне вас попрут своими мечами и копьями, я приду и сяду в своем доме, да? Ну, можно бы так сказать, в принципе. Почему нет? Ну, это было бы не по двойке пентаклей. А так он воспринимает эту ситуацию так. Ну, окей, ну хорошо, ну было так. Ну, так было и прошло, а теперь вот так. Теперь новая реальность. Ну, давай с ней работать, давай работать с тем, что есть. Чем вообще думать о прошлом? Прошлое это в прошлом. Будущее будет в будущем. И здесь, и сейчас. Сейчас они ко мне пришли и говорят, так-то и так-то. Что с этого можно вообще получить, да? Ну, давайте не думать, что он был таким человеком меркантильным, получить в разной можно степени воспринимать. В конце концов, он полагался во всех своих действиях на Господа и к нему взывал и просил о том, чтобы он ему помог. Вот вам та самая двойка в саморазвитии, чтобы не воспринимать все близко к сердцу, не помнить прошлые обиды, а вот просто работать с тем, что есть. Просто вот жизнь, она легкая. Помните, я какой-то из лекций говорил, да, диалог двух людей. Один другому говорит, такая сложная философская тема, один другому говорит, ты что думаешь, что жизнь, она такая простая? Тут, нет, конечно, так не думаю. Ты знаешь, жизнь еще проще, чем кажется на самом деле. Вот это здесь и есть, да, то есть не пытайтесь усложнять там, где не надо усложнять. Не настолько жизнь сложна, насколько она может показаться на первый взгляд. И мы с вами все об этом прекрасно знаем. Простой пример. Все мы были детьми, все мы с вами были маленькими. Маленькими уже осознанными, когда мы понимали, вспоминали, есть какие-то воспоминания о детстве. И вспомните, какие серьезные оказались нам наши проблемы в детстве. Насколько они были важными, неразрешимыми. Вот, ну, надо было вот так вот и вот так вот сделать. И обиды какие-то, и злость, и гнев, ненависть, если не по-нашему получалось. Если там, может быть, конфликт с родителями был, или с одноклассниками, или с противоположным полом. Ну, неважно, да? А сейчас мы, когда выросли, мы смотрим с высоты более мудрого человека, с высоты прожитых лет, и это порой становится смешно. Так вот, очень часто, когда на какие-то жизненные ситуации мы можем посмотреть уже издалека, будучи в каком-то ином возрасте, в иной ситуации, мы также можем, ну, елки-палки, ну какой я дурачок был, да? Ну вот ведь там, ну, ничего ж такого не было, там же все было настолько предельно и просто, а я так на это заострял внимание, я так прям в это уперся и зубами вгрызся, ну и зачем это было, да? Ведь можно было бы так вот с легкостью просто пройти, и не обратить внимания. Вот двойка пентаклей говорит об этом. Что какая бы ни была ситуация, давайте стараться вот ее проходить легко, балансировать, как здесь автор пишет, способность радоваться жизни при любых обстоятельствах. Я уже, кстати, неоднократно говорил эту, ну пусть не пословицу, такой какой-то жизненный постулат, что счастье, оно не зависит от внешних обстоятельств, скорее от осознания того, что вы поступаете правильно, и ваша совесть вас не осуждает. И я приводил обычный пример. Фильм «Побег из Шоушенка», «Шоушенк Редемпшн». Энди, не помню фамилию того человека, который смог, пусть не весь срок отсидеть, но перенести такие тяготы, которые его не сломали. Вот по двойке пентаклей это была внешняя какая-то борьба и внутренняя. Он постоянно балансировал. Что-то у него в противовес постоянно присутствовало. То есть никак внешние тяготы не топили его вниз, не тянули, что-то его постоянно выталкивало наверх. Да? Вот это самоощущение. Вот все мы сейчас о саморазвитии. Так, надо ускоряться, а то час времени, а мы совсем как бы никуда еще не продвинулись. Так. Искусство жить как живется. И пусть все идет своим чередом. Но это не фатализм и не безумное вгрызание в ситуации своими зубами. Да? То есть не так, что, пусть идет жизнь своим чередом. Такая перевернутая колесница. Там, бросил руль, мама, закрыл глаза и все там, не знаю, там сейчас либо мимо проскочу этих двух машин, либо сейчас в обочину, в кювет куда-то, да. Нет, то есть не о фатализме идет речь, а все-таки о том, что, контролируй ситуацию, да, вот так, давай, не цепляйся в этот руль. Как кто-то из инструкторов говорил, по-моему, автомобильных, ты должен руль держать так, представь, что это птица, да, ты ее должен держать так, чтобы она у тебя и не вспорхнула из твоей руки, но чтобы ее и не задавить. Как только ты понимаешь, что ты держишь руль так сильно, что ты можешь птицу задавить, значит так, либо убавь скорость,
либо смени ситуацию, она очень напряжена. И не будь на таком расслабоне, типа там вот одной рукой рулишь, тут мобильный, у тебя пивко, там, то есть, что еще чуть-чуть эта птица выпорхнет и улетит, это тоже опасная ситуация. Вот двойка пентаклей говорит о том, что нужно где-то между этими двумя пониманиями балансировать. То есть, когда речь идет о том, чтобы, как я здесь прочитал, и не вгрызаться в ситуацию с зубами, да, но и не быть фаталистичным, то есть не пускать все на самотек. Это принятие реальности как таковой. И если не можешь ее изменить, то что делать? Правильно, адаптироваться. То есть, помни, да, что если перефразировать слова знаменитой песни, то можно прогнуться под изменчивый мир. Если не получается мир прогнуть под себя, то можно прогнуться под него и тогда сосуществовать с ним. Я тут еще себе написал пример, такой несколько негативный. Если не можешь побороть коррупцию, то надо ее возглавить. Да, можно еще и такую фразу применить. Глядя на человека, двойки пентаклей, иногда испытываешь смесь зависти и недоумения. Мол, как он умудряется? И авторы приводят здесь пример с Остапом Бендером, который, может, и перебивался с хлеба на воду, но кто скажет, что его жизнь была бедна? И действительно, вспоминая этого героя, вспоминая то, какой была его жизнь, ее можно смело назвать яркой, экстраординарной, уж точно не скучной этой жизнью, да? Хотя, если так вот действительно попытаться залезть в голову к Остапу Бендеру и, оказавшись он наедине, в одиночестве, так вот сесть, пригнуться и подумать, да, что же у меня на самом деле есть, да, от чего я достиг, а что я сделал, и вот впору можно впасть в хандру. Ему это было не свойственно, то есть человек, который постоянно пытался балансировать и, в общем-то, всем удавалось, все он успевал. Я себе сделал заметочку фильм «Биография Рэй», но мы об этом фильме поговорим как раз с вами уже в разделе «Биографии». Умение балансировать, удерживая систему в динамическом равновесии. Понимание, что подъемы сменяются спадами, а спады подъемами, и это естественно. Цикл – одно из ключевых слов двойки пентаклей. Тот, кто сумел понять циклическую природу всех жизненных явлений, от погоды до любви, приспосабливается к ее превратностям. И почему, здесь не зря речь идет о погоде. Пентакль, что такое пентакль? Это земля. Вспоминайте короля пентаклей, да, предыдущую лекцию. Масть пентаклей – это те люди люди Земли, в хорошем смысле этого слова, то есть не обязательно фермеры, но имеется в виду те люди, которые плоть от плоти земля, от крови, то есть которые сделаны из праха, как и все мы в прах возвратятся, но они просто лучше всего ощущают те все природные явления и процессы, которые происходят в нашем обществе, которые происходят здесь на Земле. И вот понимание того, когда у тебя сезон высадки, когда сезон сбора урожая, когда сезон дождей, когда сезон засухи, И понимание того, что это циклично и неизбежно, глупо будет, если человек будет полагать, что земля не придет. И нет смысла выкапывать ему картофель и собирать перец, потому что заморозки не наступят. Это глупо. Это сейчас знает, наверное, каждый современный школьник. Но если представить такого абстрактного человека, который не верит в цикличность природы, которая с ним случается впервые, он оставит урожай на поле, и, естественно, он пропадет. Так вот, понимание этих законов, понимание цикличности, что лето сменяется осенью, затем зимой, потом снова весна, ночь сменяется утром, день, потом вечер. Вот это вот все, вся наша природа, вся наша жизнь, по-моему, какой-то лекции уже говорила об этом, наблюдая за тем, как проистекает жизнь на нашей Земле, в нашей Вселенной, мы приходим к выводу о том, что все сменяет друг друга. Ничто не умирает и не исчезает в никуда. Оно просто перетекает из одной формы в другую. Так вот, по двойке пентаклей как раз и есть самое перетекание, да, вот из одной формы в другую. И понимание этой самой цикличности и дает тебе ощущение вот этой, не то что бесшабашности, а какой-то невозмутимости. Окей, сейчас дождь идет, так он же не будет идти вечно. Намочил я ноги, так будет время, будет солнце, я еще босиком похожу по теплому горячему песку.
Ну, это такая, может быть, какая-то абстрактная, ни о чем не говорящая ситуация, но также можно философски отнестись и к каким-то более сложным жизненным проблемам. Понимаю, что с экрана легко сказать о том, что человек говорит, ну, потерял работу, ну, как бы подумаешь, там, семья, 3 детей, ну, будет новая работа. Да, психологически это воспринимается труднее, но в том-то и штука, что мы сейчас с вами говорим о саморазвитии и вырабатывая в себе это качество, а это же никуда не девается, это же ты же не уникальный, ты же не особенный. То, что работает во всем мире, то, что работает во всей вселенной, оно работает и с тобой. Ты никакой не другой, это не будет длиться вечно, это закончится и сменится чем-то другим. Что хорошее, что плохое. Просто будь к этому готов. Я не помню, в финансах это будет тема или нет, но, может быть, сразу и стоит сказать. Люди, которые ожидают, что придет кризис, они всегда на этом выезжают. Это сейчас про финансы. А он всегда приходит. Невозможно так, чтобы постоянно был подъем, постоянно был пик. И просто знание вот этих вот циклов, знание природы, оно и помогает человеку, в общем-то, не то что горевать, а наоборот даже радоваться, когда случаются какие-то падения. О, падение замечательно, пришла зима, наконец-то я могу отдохнуть, наконец-то будет время почитать, сколько можно этого огорода, ну как люди в древности, да. Закончились полевые работы, закончился сбор урожая, можно устроить что? Сатурналий, замечательный праздник, давайте будем пить, гулять, веселиться и предаваться всевозможным наслаждениям. И это равновесие между материальным и духовным, это мы сейчас о саморазвитии, это мы как внутрь себя заглядываем, да? Равновесие между материальным и духовным. Это две противоположности, между которыми нереально и незачем выбирать. Да, кстати, такая ошибка, с которой очень часто сталкиваются номинальные, ну не только номинальные, в общем-то, не знаю, почему хотел сказать христиане, это любая религия может с этим сталкиваться, когда можно упереться во что-то одно, вот прям к одному берегу пристать и так его держаться. Это самобичевание, не употреблять алкоголь, не жениться, нет секса. Вот, в общем, все. Вот мы исключаем ночь. В нашем царстве будет только день. Только добро будет существовать в нашем мире. Только мужчины должны править этим государством. Ну, я могу сейчас до бесконечности приводить примеры противоположностей, в которых можно уйти в крайность, в какую-то одну крайность. А двойка пентаклей, если мы говорим, она на первый взгляд такая простая карта. И хотя она младший аркан, это очень философская карта. Если на нее посмотреть с этой стороны и копнуть глубоко, то она очень похожа на карту умеренность. С той лишь разницей, что карта умеренности, она такая, скорее, спокойная такая, неторопливая такая. Вот человек уже понял мир, ему некуда спешить. Нет, это как раз вот именно сейчас. Помните, как в какой-то из предыдущих лекций я зачитал слова из Библии, когда Господь говорил, что нужно искать добро и не искать зло. Да? То есть это какой-то подразумевается постоянный процесс. Вот это вот балансирование, это невозможно достичь его одномоментно, либо когда-то прийти к нему и остановиться. Вот я стал гуру, все. Нет, это постоянный процесс, это постоянная калибровка, постоянное маневрирование. И мне кажется, что люди Пентаклей, люди Земли должны это понимать. Невозможно прийти однажды к какому-то пониманию стабильности. Ты можешь прийти к стабильности лишь только в том понимании, что ты понимаешь, что все нестабильно, что все сменяет друг друга. И только в этом ты можешь прийти к стабильности, только ощущая эту самую нестабильность. И вот постоянно на этих волнах балансируя. Кто был на море, там, да, вот видит эту высокую волну и понимает, вот сейчас нужно приготовиться, и как навстречу волне, так он на нее подняться и переплыть. Вот, успокоился опять, следующая волна, опять вот на нее подняться и переплыть. То есть вот по этой карте в этом-то и будет стабильность, что жизнь нестабильна и нужно уметь под нее подстраиваться. И постоянно вот на вот этих колебаниях выплывать. Эти колебания могут быть частыми, суточными, какими-то месячными, ежегодными. Эти колебания могут длиться там десятки лет и казаться не так-то и быстро сменять друг друга, но они будут сменять. Так. Это равновесие между материальным и духовным, это две противоположности, между которыми нереально и незачем выбирать. И лемниската, да, лемниската, которая изображена восьмерка,
знак бесконечности, перетекания из одного в другое. Здесь на этой карте подобного символа нет, но стоит ему уделить внимание. То есть, что происходит? Что если человек вот этот перекинет из правой руки в левую, то это куда ему девать? Ну не выбросить же из левой в правую, потом снова из правой в левую, да? То есть такое перетекание. День сменяет ночь, а ночь сменяет день. Лето сменяет зиму, а зима лето. Один человек умирает, а второй рождается. Ну, дерево погибает, прорастает новые желуди, новое дерево. Это не хорошо и не плохо, это просто вот так есть. Это вам может не нравиться, это может нравиться, это вам может хотеться, можно не хотеться. Можно закрывать глаза на это, а можно не закрывать. Это просто есть, независимо от того, что вы об этом думаете, оно есть. Неважно, какое у вас будет настроение, завтра встанет солнце. Просто потому, что оно встанет. И через 3 месяца придет, через 4 придет осень. Просто потому, что она придет. Вы можете быть к этому готовы, либо не готовы. Вспоминайте басню Крылова «Стрекоза и муравей». Лето красное пропело, оглянуться не успела, а зима катит в глаза. Муравей, он понимал, что придет зима, а стрекоза думала, что лето будет вечно. Вот вам двойка пентаклей на ровном месте. Так. Что главнее? Да? Такие вопросы философские. Тело или душа? Кто лучше? Мужчина или женщина? Что важнее? День или ночь? Что первее? Яйцо или курица? Кислое или соленое, да? Что вы любите больше? Халву или жареную картошку? Можно продолжать до бесконечности эти противопоставления. И каждый раз, чем больше их набирать в списке, тем больше вы понимаете, так, в общем-то, и то, и то. И то, и то, да, было бы неплохо, чтобы и то. Выбрать серединный путь и постоянно балансировать между одним и вторым. Сущее разделилось на двое. Что такое сущее? То есть, представьте, там, не знаю, представьте абсолют, представьте Господь Бог, представьте какой-то вселенский разум, что-то такое вот незыблемое, абстрактное, когда не существовало ни земли, ничего, вот, что-то такое осмысленное, что-то такое разумное, существенное, и оно в какой-то момент разделилось на двое. Ради взаимного напряжения, что такое напряжение, да, отталкивание, и притяжение, которое вызывает развитие. Напряжение и притяжение – это те две вещи, которые вызывают развитие. И по этой карте, по двойке пентаклей, как пентаклям не трудно, как земле не трудно, как ей не хочется быть стабильной, как не хочется ей восстановиться, успокоиться и застыть навеки вечное. А вот нет. Надо балансировать, надо вот день сменять ночью, а лето сменять зимой. И это дает как раз рост, развитие, жизнь всему. Постоянная вот эта борьба между добром и злом, между темным и светлым. Просто примите это есть. От этого никуда не деться. Нужно в это встроиться и словить эту волну и просто за ней следовать. Тогда будет легко и хорошо. Карьера. Карьера это у нас будет в стихии жезлы. Все, что касается нашего саморазвития, но уже не внутри себя, а скорее такая социализация. То, как мы себя... Как Иефай, да, вот в свое время. Что такое карьера была для Иефая? Карьера для Иефая это было успешно договориться со старейшинами города Галаад, выступить против аммонитян, поговорить, попросить у Господа победы, потом победить этих колена Ефремова, и потом стать старейшиной города. То есть вот такая у него карьера была. За каких-то там пару месяцев, может быть до года, речь не идет о каком-то сроке, он вот так вот мощно выстрелил. Необходимость лавирования. Да, то есть мы понимаем, что в карьере, когда выпадает такая карта, это будет вот такое. Это будет что-то. Необходимость. Опять же, словосочетание. Два простых слова. Необходимость и лавирование. Одно без другого невозможно. Не то, что вы хотите, либо будете вынуждены. Необходимость. Это вот просто есть. Надо будет это делать. В перевернутом значении. Можете не делать, можно лечь на диване, а лавирование будет происходить мимо вас. Ловкость при ведении дел, способность справляться со множеством обязанностей разом и решением множества проблем. То есть не обязательно, что их будет две, да, это такое, скорее, возможность совместить разные какие-то реальности. Реальность
Иефая была одной. Пришли к старейшины, опа, ничего себе, а тут, кажется, вот прям, ого, и аммонитян надо сразить, и старейшиной стать, и вообще как это все совместить. И еще как-то с ребятами с этими разрулить, ну, с праздными моими, да, сложность. По двойке пентаклей идут переговоры. Были переговоры у нас? Были. Жонглирование какими-то силами. То есть там переговоры, какие-то конференции. То есть вот все, что можно в деловой сфере у нас представить как две стороны, как две реальности. А за двумя сторонами это может быть как две буквальные стороны. Да? Так это и внутри работа между вами. То есть вы можете сидеть у себя дома на удаленке, а вам щелк, пришло сообщение какое-то. Вы открыли, а там новая реальность. Нате, здрасте вам. Собирался вообще пиво вечером попить, а тут, оказывается, надо какой-то проект делать. Вот надо балансировать. А пиво уже открыто. Что делать? Закрыть его и в холодильник или все-таки как-то совместить? Противоречивость двойки пентаклей внутренне она дает прилив сил. То есть в чем противоречивость? Внутренне двойка пентаклей дает прилив сил и свободу от лишних тревог, а это всегда помогает хорошо выполнять ту или иную работу. А вот внешне она вызывает суету, мелкие препятствия, вызывающие досаду, а это зачастую набирает массу внимания. То есть, с одной стороны, двойка пентаклей, когда мы говорим о какой-то внутренней работе, она дает прилив сил, избавляет от лишних тревог в том смысле, что она нас стимулирует, она нам дает толчок, она дает нам пинок такой какой-то мощный под зад, да, вот я же говорю, я сидел там, собирался пиво пить, и тут бац, пришло, даже внутри меня все происходит, да, я начинаю там что-то суетиться, как-то шевелиться, а внешне это вызывает суету, то есть какие-то внешние проявления, то есть пришло одно сообщение, что я называю внешним, да, а тут меня там отвлекли, не знаю, коты, например, да, там что-то разбили вазу какую-то, нужно бежать убирать, и тут параллельно кто-то на улице сигналит, там, и вот такое вот все, да. Ну, такие, может быть, какие-то бытовые проблемы, но если это все растянуть там, в деловой какой-то сфере, то это может быть там разное, может быть, назначение от начальства. С одной стороны, там начальник что-то потребовал, тут у тебя там с клиента какой-то фидбэк пришел с позавчерашнего о том, что нужно что-то закрыть, что-то нужно доделать. С третьей стороны, тебе еще позвонили из дому на работу, что ты там не задерживайся, потому что нужно заехать за детьми в детский сад. И вот чем-то напоминает десятку жезлов, например, да, ну, только, может быть, не так много всего навалится, и не будет так фатально все и трудно, и вот уже восьмерку жезлов, но где-то, ну, восьмерка жезлов там такое, скорее, уже упорядочение, но тут совмещение разных реальностей. Финансы. По финансам двойка пентаклей – это радостный знак для человека, у которого плохо с деньгами, и не особо хороший для людей состоятельных. То есть почему? Да? Потому что если вопрошающий говорит, как будут обстоять дела с деньгами там, в текущем каком-то месяце или там, в очередном каком-то месяце, выпадает такая карта, ничего рядом не противоречит, не указывает на какое-то иное развитие, то можно говорить, что, ну, в общем-то, будешь балансировать. Человек, ну окей, то есть у меня было вообще все как-то плохо, да, не хватало там мне денег, чтобы закрыть ипотеку, не хватало финансов для того, чтобы там заплатить, например, за детский сад, за какие-то курсы. Буду балансировать, значит, ну, шатко-валко, но дела пойдут. И наоборот, для состоятельного человека что это означает? Что у него было все в шоколаде, все было просто замечательно, все перло, все у него просто лилось ручьем и потоком, а тут говорят, что ну, ты будешь балансировать. В смысле, балансировать? Я вообще-то собирался на диване лежать, какой балансировать? Вот. А вот отсюда как раз и идет уже эта ситуация. Представьте на секундочку, что на месте Иефая, для него это ведь положительная карта, двойка пентаклей, опустим ситуацию с дочерью, на месте Иефая был, предположим, некий воображаемый там царь, который лежал в своих палатах, а ему нужно идти против аммонитян. Ничего себе. То есть я еще вчера, позавчера и месяц назад, у меня там 3 новых наложницы появилось, и мне, в общем-то, было чем заняться, а тут какие-то аммонитяне, какие-то набеги. Вы о чем вообще? То есть для него это не очень радужная перспектива и реальность. А для Иефая, да, для Иефая это возможность выстрелить вверх. Ну, это такие, скорее, в целом, в общем реальности, но это к тому, что эта самая двойка в разрезе финансов, она для
разных людей может означать как наоборот: о, так это хорошо, я наконец-то смогу свести концы с концами. А для другого смысле, я буду сводить концы с концами? Ничего себе. Колебание рынка в целом может означать, да, если мы смотрим на какой-то там, не знаю, финансовый рынок, рынок услуг, рынок недвижимости, продажи, покупки автомобилей, чего угодно, это вот такое, да, вот типа, о, понятно, то есть как бы стабильности не будет, надо будет следить внимательно за тем, как там эти биткоины колебаются, как там вот эти вот курс NASDAQ, нефть там, брендсмарки, да, вот это вот все. Не знаю, сколько я правильно сказал. Нестабильность и шаткость положения присутствует, но не воспринимается мрачно. Равновесие при этом сохраняется. Да, помним с вами, где-то мы уже читали по поводу в самом-самом начале, что эта карта наличия, говорит о наличии равновесия в каком-то вопросе, но не возвещает о равновесии в понимании как стабильность. И вот тут, сейчас мы когда говорим о финансах, то это как раз нестабильность и шаткость присутствует, но не воспринимается мрачно. Равновесие сохраняется. Снова-таки ситуация. Лучше было бы сидеть где-то, может быть, в кафе, желательно на берегу моря, под зонтиком, попивать какой-то вкусный коктейль или кофеечек с круассанчиком. Но ты оказался на канате, и тебе нужно там балансировать. Вот это и есть двойка пентаклей. А внизу, на секундочку, 4 метра высоты. Можно больно упасть. Вот в плане финансов это как раз и идет, что это нестабильно. Потому что стабильно это сидеть, как я сейчас сижу. А это нестабильно стоять на канате. Это шатко. Но не воспринимается мрачно. Если ты, в принципе, специалист, если ты этому учился ходить по канатам, ну, ничего страшного. Какое-то время постоим. И равновесие сохраняется. То есть человек балансирует. Умение жить на сравнительно малые деньги с легкостью. Это также у нас относится к финансам. Финансовое поступление, если мы говорим о таковых, да, там будет зарплата, не будет, какой будет доход и т.д. и т.п. Ну, сама по себе карта уже об этом говорит. Ну, это точно. Тут нужно немножко так уже включить воображение и подумать насчет EFI. Но финансовые поступления небольшие, но регулярные. Человек не чувствует себя бедным, ему как-то на все хватает. В отношениях между близкими людьми две противоположности. Хотя в этой карте они у нас не раскрыты и не показаны как отношения противоположных полов в смысле пары, а скорее тут отношения дочери и отца, либо отношения, давайте так, противоположности, это в виде старейшин Галаада и Иефая. Две стороны присутствуют. Но все же мы, конечно, с вами затронем и любовные отношения. С другой стороны, здесь они тоже вообще никак не представлены. Просто уже настолько ты головой привык их здесь видеть, что воспринимаешь как данность. Это может быть и лавирование между двумя партнерами, с одной стороны, а с другой на попытку подстроиться под текущую ситуацию с партнером. Помните, как и в этой карте, и во всех других речь у нас всегда шла о том, что любая карта может говорить о внутреннем чем-то, да, и о внешнем. Так вот, это может быть в буквальном смысле два разных партнера. То есть есть вот один и есть второй. Вот никак я не могу определиться, кто мне нравится, Петр или Василий. А также может говорить и о том, что это ситуация с одним партнером, но у тебя внутри какая-то балансировка идет. То есть все-таки вот так вот надо поступить, либо вот так вот. Ну, сейчас вполне раскроем эту тему. Часто указывает на отсутствие как стабильности, так и особо драматичных и глубоких чувств. Ну, то есть в смысле по верхам, да, человеку. Помните, мы с вами читали вот во всех предыдущих разборах, что это такая какая-то легкость, смотреть сквозь пальцы, не принимать близко к сердцу, жизнь она вот такая вот легкая, ненавязчивая, все вот так вот. И в отношениях может быть так же, если соседние карты не противоречат, не раскрывают как эту тему полнее. Да, такое может быть. Ну, окей, ну хорошо, ну вот так-то вот так, а не вот так, так будет вот так, да, как бы, ну и хорошо. Нет такой какой-то личной, какого-то переживания, тревоги за происходящее. Обычных правил жизни никто не отменял, поэтому формируется ситуация лавирования, когда опять-таки выбирать либо бесполезно, либо нереально. И какое-то равновесие в этой ситуации есть.
все, что касалось иных сфер, касается и сферы взаимоотношений. И понятное дело, что два человека противоположного пола, они уже сами по себе, как мы говорим сами, день и ночь, зима и лето, да, мужчина и женщина, они уже отождествляются с двумя какими-то противоположностями, с двумя разными мирами. И не обязательно, что они были разные характеры, либо противоположные зодиакальные дома. Они уже сами по себе разные. Они выросли в разном обществе, у них могут отличаться взгляды на одни и те же вещи. Что мы будем сегодня ужинать? Я хочу гречку, а она хочет суп, например, да? И что с этим делать? Гречневый суп? Может быть. Вот, кстати, вам тоже вариант лавирования. Поэтому, что там нам пишут? О том, что выбирать либо бесполезно, либо нереально. И опять же, это говорит о каком-то равновесии. То есть это не означает занять одну точку зрения, исключив вторую. Нет. Это скорее как поиск будет какого-то компромисса. То есть есть две реальности. Вот что хочешь, ты с этим и делай. Вот есть Иефай и его дочь, которая вышла навстречу. Что ты ее обратно запихнешь, время назад перемотаешь? Невозможно. Это уже случилось. Это уже происходит на глазах твоих, свидетелей, всех. Все. Это реальность новая. Думай, что с ней делать. Живи с ней. Ну что, разорвал одежду. Чем не принятие реальности? А при оппозиции первого и седьмого домов, первый это у нас Овен, седьмой это Вес, это два противоположных дома. Вспоминайте циферблат часов, час дня и 7 часов, да, вот такие противоположные у нас дома. Значит, при оппозиции первого и седьмого домов один из двух в этой паре это сам вопрошающий. И метание происходит в основном между партнером и собой любимым. И я здесь себе записал в виде примера, да, Иефай и дочь, либо старейшины и Иефай. Две есть стороны. С одной стороны Овен, я вот там любимый какой-то, да, либо просто, давайте даже по седьмому дому поговорим, да, седьмой дом у нас всегда, помните, он понимает, что есть он, но он идет фоном, а вот главный это вторая сторона. И вот это присутствие двойственности, присутствие того, что есть кто-то еще помимо тебя, и это кто-то может быть важнее, а Овен, наоборот, считает, что я важнее, а внешняя сторона такое почти не существует. И вот это вот балансирование в паре, а мы сейчас говорим о взаимоотношениях, может постоянно сменяться. И очень часто может такое случаться, когда в одной паре, условно говоря, есть Овен и есть Весы. Вот такая классическая вам картина масла может быть, когда один из людей может прям очень сильно на себя забирать все внимание, а второй и не понимает, что происходит. И это все внимание отдавать, не получая ничего взамен. Вот скорее у нас будет уже перевернутая. Двойка пентаклей. Довольно игривая карта. Она несет легкое возбуждение. Это так, если мы уже поговорим с вами о таком совсем близком интимном. Она несет легкое возбуждение, флирт, заигрывание, хотя бы шуточное. Да, вот такое вот. Ну, помню, да, ненавязчивость, такая легкость какая-то, такая вот непосредственность. Причем тут Иефай. Я понимаю, что сложно. Вот война, манитяне, Господь, вот смерть дочери или вот, потенциальная смерть возможная. Все как-то, вот и флирт какой-то. Ты о чем вообще? Ну, давайте так представим некую такую абстрактную ситуацию, просто чтобы у вас это укрепилось также и в этой карте. Вот разговор между аммонитянами, между Иефаем и старейшинами, да? Я же говорю, как он мог их там вообще отправить куда подальше, он мог отказаться от всего этого абсолютно справедливо, у него были мотивы, причины это сделать. Ну, так почему бы нет, почему бы не поиграть в эту замечательную игру? Так вот, у нас по близким взаимоотношениям это легкое возбуждение, это флирт, заигрывание, хотя бы шуточное. Даже перепады сексуальной активности воспринимаются легко и философски. Ну, мол, не получилось, так не получилось. Посмеялись и давай спать ложиться. Да? Вот такое вот, как бы не принимается близко к сердцу. Да? Мы все сами знаем. И из личных примеров, или как минимум из каких-то фильмов, как мужчины могут жестко и тяжело переживать какие-то свои сексуальные неудачи, да? А вот тут по двойке пентаклей нашли повод из чего посмеяться, да, там какой-то увидели комичность в этом всем, поржали, посмеялись и наоборот даже сблизились друг с другом и все, и разошлись, и хорошо. В перевернутом значении в общем и целом, как эти карты могут, точнее, как эта карта может в разных сферах проигрываться.
это противоречие интересов обостряется, взаимоисключающие потребности налицо, давление ситуации растет, требования делаются жестче, и удержать все под контролем становится очень трудно. И хотя, разбирая пример Иефая, мы видим, что это классическая двойка пентаклей в таком положительном прочтении, но стоит легко нам вообразить обратные какие-то процессы, мы понимаем, что вот вам и перевернутое. Представьте, приходят старейшины, Иефай живет в своей земле, Тов, с какой-то своей реальностью, своим пентаклем. Они ему кидают новый пентакль. Он его словил, так побалансировал, говорит, не, ребята, нате вам ваш пентакль обратно. Я с таким работать не буду. Какие манитяне вообще? Меня выгнали, у меня здесь уже своя жизнь, братва своя, дружки, мы нормально живем. В конце концов, дочка у него уже откуда-то взялась. То есть жил же человек как-то семейной жизнью, то есть все ж вроде неплохо было. Зачем ему эти старейшины? И вот это вот обостряется ситуация, и это в любой сфере. Это что в сфере финансов, в сфере переговоров, в сфере взаимоотношений личных. То есть это когда две реальности не сходятся. Есть моя реальность, есть твоя реальность. Либо есть, если мы говорим о внутренней борьбе, о саморазвитии, да, есть что-то вот мое такое внутреннее, и есть вторая информация, вторая реальность раскрылась, и я понимаю, я вот такое прочитал, не согласен. Я вот верил так вот в Иисуса Христа, и вот это я версию буду придерживаться. Не хочу даже, я вот воспринимаю, что может быть как-то по-другому. Да, вот такие какие-то вещи, например. Ситуация, когда работа стоит, а человек валяется на диване или бесцельно болтается по интернету, не в силах к ней приступить. То есть, что имеется в виду? Что сама по себе ситуация, она требует балансировки, она требует вмешательства. То есть, давайте мы сейчас простой пример, потом к Иефаю перейдем. Пример с тем же огородом. Коль мы говорим о пентаклях, о земле. Все уже, весна на улице. Вот май месяц. Рассаду нужно было еще высеять месяц назад. Ее скоро надо будет в землю садить. А ты лежишь и ничего не делаешь. Ты вообще ничем не занимаешься. То есть, вся уже природа, вся цикличность, помните, мы говорили самой цикличность, все уже понимание Вселенной и происходящего вокруг тебе 300 раз сказала, что нужно что-то делать. Нужно поднять свою пятую точку с дивана и балансировать. Наконец-то ты возьми вот эти вот коробочки, распакуй пакет с землей, разложи, потыкай семена, полей, накрой пленочкой и жди. Человек лежит, ничего не делает. Пример с Иефаем. Как тут у нас сказано. Работа стоит, человек валяется на диване или бесцельно болтается по интернету. Почти то же самое. То есть, когда к нему пришли старейшины, ему сказали все, объявили, он, может, даже согласился, сказал, не вопрос, сделаю, идите домой, ни о чем не беспокойтесь. И сам занимается всеми теми делами, которыми занимался до этого. А аммонитяне, они-то, они же не просто предупредили, они уже перешли Иордан, они уже собрались. И ситуация накаленная, напряженная. С тобой, либо без тебя они выступят. Вот. Это будет в перевернутом значении. Когда в одном случае, когда пришли старейшины и просто реальность не сходятся, они ему предлагают, он, не, это вообще не ко мне. В другом случае, вроде как бы согласился, но ничего не делает. А пентакли, стихия Земли, хоть и медленная стихия, не такая, как огонь, это не случится там моментально, вспыльчивость какая-то, Нет, это будет, может быть, день, 2, неделя, а может быть и год, в зависимости от ситуации, может быть и полжизни тянуться, смотря о чем идет речь. А потом оно поменяется все время, все равно, без вариантов. Так Вселенная устроена. Надо по-любому марафетить, подкрашивать, что-то делать там. Неподходящий момент для заключения деловых соглашений. Отставание от развития событий, неадекватное приспособление. Вот такие вот. Что имеется в виду? Что все равно никто не исключает двойку, никто не исключает вот этих две стороны. Либо две стороны внешние, либо там моя сторона и какая-то внутренняя и какая-то внешняя сторона, либо две моих внутренних стороны. Никто этого не исключает. Но между ними происходит какой-то дисбаланс, какой-то происходит конфликт, нежелание воспринять вторую сторону, что там еще. Неподходящий момент для деловых соглашений, то есть срыва этих самых соглашений. Наши с вами полюса, они не сошлись, мы не договорились.
Вы мне предлагаете по 10, я хочу по 20. Вы мне предлагаете зерно, а мне нужно кофе. То есть мы с вами на разных языках говорим. Моя твоя не понимать. Все, расходимся. Неудовлетворенность происходящим маскируется под напускным спокойствием и радостью такой же наигранной. Да? То есть внешне человеку со стороны может казаться, так он, в общем-то, согласился, и руку мне пожал, и покивал гривой своей, и Ифай сказал, да, завтра аммонитяне будут повергнуты, до восхода солнца, ожидайте. Старейшины покланялись до земли и ушли, а Ифай лег и вино пьет, и секерой запивается своими друзьями, все. То есть получается, что он-то и понимает, лежа, понимает, что надо было бы что-нибудь сделать. Это не то, что там прямой обман какой-то, да, это не семерка мечей, это там не обман, нет. То есть какие-то другие причины не заставляют человека двинуться вообще вперед с места и пытаться балансировать и лавировать в этой всей ситуации. А со стороны, для какой-то иной стороны, может показаться, что только прямая. Для кого прямая, а для кого перевернутая. Финансовые проблемы, невозможность свести концы с концами, вынужденность отдавать долги. Хотя именно сейчас это обременительно. Так, есть в такой финансовой сфере. То есть, ты не хочешь, но вынужден балансировать. Где хочешь, там и бери деньги, но ипотеку нужно отдать. Вот так вот. И давайте мы с вами перейдем во второй зодиакальный дом. Во второй зодиакальный дом. Я тут буквально пару слов выделил относительно 10-го зодиакального дома, но не в целом, а вот по совету авторов. Говорят, что нужно обратить внимание на то, как Юпитер проигрывается в 10-м доме. А 10-й дом, напоминаю, это у нас Козерог, это у нас в большей степени Сатурн, это у нас аркан Башня, это у нас вот десятки, это какая-то внешняя реальность, причем такая жесткая, несокрушимая, и твоя реакция на нее и выбор последующий между тем, как минимум принять, не принять, а если принять, то что делать? И хотя можно было бы, конечно, здесь сказать в двойке пентаклей, и что присутствует таки этот самый 10-й дом, да, есть такое ощущение какого-то фатализма, такой неизбежности, особенно учитывая, что и военные действия происходят, и все. Но, учитывая, что Библия нам так прямо не раскрывает и не говорит, как вот в случае с тем же Авраамом, да, он занес уже нож, и вот прям там сцена так ярко расписана, собирался убить, тут явился ангел и показывает на агнца, мол, вот принеси в жертву его. Но тем не менее, в общем, Юпитер в 10-м доме, в падении Юпитера, этот человек будет ставить себе и другим многочисленные и обширные цели и задачи. И остановить его нелегко, в частности, потому что чувство ответственности за свой выбор здесь снижено. Не одно, так другое, думает человек. Если что-то не получится, не беда. Да, вот такое ощущение по двойке, да? Как балансирование. Как бы Ифай думает, хорошо, соглашусь я. А что я теряю? В принципе, меня выгнали из дому, да? Я не являюсь членом общества полноправным там. Я от того, что против аммонитян выступлю, я не думаю, что он переживал свою жизнь, потому что он жил в приграничной территории, районе, он и так с этими аммонитянами, скорее всего, имел дело. И человек, который окружил себя праздными людьми, люди, которые, скорее всего, держали в руках оружие. То есть не питались они с того, что землю обрабатывали и виноградники садили. То есть он думает, окей, хорошо, соглашусь, да. Это я сейчас, чтобы вы понимали, я не то, что пытаюсь его принизить праведность человека, и не опускаю из вида то, что он обратился к Господу за помощью, и Господь помог ему выступить против аммонитян. Я вот с такой чисто человеческой точки зрения на эту всю ситуацию хочу посмотреть и показать вам ее. Проработка, как и при аспекте между Юпитером и Сатурном, требует решения вопроса. Кто для кого? Мир для меня или я для мира? На высоком уровне этот человек своими практическими действиями может сильно сглаживать карму и открывать новые пути развития общества. А мы помним, что по Сатурну и по 10-му дому это такая прям кармический 10-й дом. И это, что у нас там в 10-м доме?
карьера, статус, честь, репутация, профессионализм, да, вот мы вспоминаем все наши десятки и десятка жезлов, и где-то мы еще с вами разбирали 10-й дом, да, вот это вот ощущение, вспомнил где, преддверие 10-го дома, это у нас была 5 кубков, да, вот такое вот предупреждение перед арканом башни, предупреждение перед Сатурном, перед 10-м домом. Это еще не свершилось, но я сейчас тебе такую мрачную картину покажу, я тебе сейчас так разрисую, что ты просто, он для тебя как будто бы уже пришел. Еще не наступил, но внутри уже наступил. Ты, ух, ничего себе, да? Пророк пришел, нам тут рассказывает, какие страшные события будут. Не-не-не. Вот. Поэтому вот это столкновение между Юпитером и Сатурном, противостояние. То есть, кто для кого? Мир для меня, либо я, наоборот, должен отдать себя миру. И вот это у нас как раз открывает новые какие-то пути и может прям карму очищать, так сказать, у человека. Второй дом. Давайте в целом о втором доме мы сейчас почитаем. Внешний мир может доставлять радости или неприятности, но у человека обязательно включена эгоцентрическая позиция на происходящее между мной и миром. Почему второй дом? Ну, не скажу, что это просто из-за того, что там цифра 2 и там цифра 2. Но, во-первых, второй дом это у нас, давайте я сделаю 2 щелчка. Это у нас финансы и таланты. И, ну, стихия Пентакли это в принципе у нас про что-то такое материальное. Пусть не напрямую о финансах, но как минимум о взаимодействии с этим самым миром. Во-вторых, это, в отличие от первого дома, и понимание, что кроме тебя есть еще внешний мир. Кроме меня и Ефая есть еще внешний мир. Кроме нас, старейшин, любимых, уважаемых, выгнали всех, никто нам не нужен. А есть еще и Ефай, оказывается, да, вот она к нему обратится. И Ефай, кроме себя, сильного, любимого и храброго, есть еще Господь, к которому тоже можно обратиться. Ну и, в общем-то, в этой ситуации много этих самых двоек у нас прослеживается. Также по второму дому у человека часто идут ближайшие родственники, которых его любящее сердце считает своей полной собственностью и отказывает им в самодовлеющем бытии. И вот как раз где-где в ситуации с Иефаем и его дочерью мы видим, что он отнесся к ней как к ее собственности. Вот он пообещал и выполнил все. Это его дочь. Этому есть, скажем так, объективное объяснение общества того времени, что так нормально было, так, в общем-то, и было. Но, тем не менее, в канву нашего второго дома это ложится. Второй дом относится к законам поведения внешнего мира и взаимодействия человека с ним. К чему человек стремится? То, что он хотел бы иметь в своем ближайшем внешнем окружении, и наоборот, то, чего он будет избегать. Да? То есть мы видим, что есть человек, есть внешний мир. Что по этой двойке это ощущается, что по Иефаю. Да? Мы видим, у него есть какое-то свое я, свое понимание, своя жизнь, и есть внешний мир, который проявляется у нас в первую очередь в виде старейшин, которые пришли к нему. Поэтому по второму дому идет значительная часть программы внешнего, не внутреннего самоутверждения, касающейся уровня достижения человеком ценностей внешнего мира. И буквально вкратце поговорим с вами о 4 уровнях прокачки по второму зодиакальному дому. На первом уровне у человека преобладает чисто потребительское отношение к окружающей среде. Он хочет извлечь из нее максимум благ и удобств, игнорируя законы ее развития, а точнее полагая их отсутствующими, то есть воспринимая среду как костную, мертвую, не меняющуюся вообще, и от его взаимодействия с ней в частности. Рыба как ловилась, так и всегда будет ловиться, железо как находилось, так и не исчерпается, а после меня хоть потоп. То есть это, я бы сказал, скорее такая перевернутая будет двойка пентаклей, когда есть человек, и его реальность, его пентакля, вот это не вообще никак, она не соотносится с иной или какой-то другой внешним миром. А под внешним миром подразумевается все, что угодно. Да? Пентакля соседа Ивана, пентакля в целом какого-то общества и старейшин, пришедших ко мне. Не, все, это мое, а то ваше. Меня, в общем-то, не волнует. У меня как было все хорошо, так и будет.
Меня как аммонитяне не волновали, так и не волнуют. По второму уровню проработки второго тома человек осознает ограниченность возможностей внешнего мира по отношению к аппетитам его эго. Теперь он стоит на позициях разумного потребления. Общая этика по большей части тоже социально наведенная, но человек позволяет себе, например, под влиянием импульсов, совести, отступления от нее. То есть такое немножко уже прозревание, такое немножко уже приоткрылись глаза у человека относительно того, что есть таки внешний мир, и он не безграничный, он не только для тебя любимого, что все-таки как-то надо вот с умом подходить к этому миру. Третий уровень, возможно, наиболее интересный в отношении наших карт. Человек начинает ощущать себя как неотъемлемую часть внешнего мира, а его как нечто живое, развивающееся, одушевленное и во многом осмысленное существо, сильно в нем человеке нуждающемся. И вот это как раз про Иефая. Вот мы видим, да, что пришли к нему старейшины, и он не отстранился, он не оградился от них. Он, несмотря на то, что его выгнали, он воспринимает их как часть себя, точнее себя как часть их, как часть этого общества. Они от него отказались, а он считает себя их обществом. И наоборот, его считают, что они являются его частью. И мало того, он еще и понимает, что эти люди сильно нуждаются в нем. Это внешнее общество сильно в нем нуждается. Ему кажется, что когда он делает все правильно, погода улыбается, а если плохо, то хмурится. А в минуты уныния и разочарования окружающий мир словно пытается его поддержать и наставить на путь истинный. Жизнь становится значительно ответственнее и требует большего внимания, а промахи обходятся существенно дороже, чем раньше, по внутреннему ощущению. Материальные ценности становятся важными не сами по себе, а как вспомогательные средства, обеспечивающие человеку необходимые для его целей условия, главное из которых – свобода духовного развития и самовыражения. За что Иефай боролся, да? С одной стороны, можно сказать, как за что? За то, чтобы вернуться туда, в общество, стать судьей над Израилем, и все. Надо было ли ему на самом деле это или нет? Или у него были какие-то высшие цели, какие-то духовные идеалы, и он по третьему уровню просто ощущал необходимость в том, что, они меня выгнали, но я же такой еврей, я же такой же, как вы. Если не я, то кто? Они ко мне пришли, я, конечно, могу повыпендриться, порассказывать все, но я же понимаю, что они же без меня не справятся. Кто, если не я? Я же знаю себе цену, да? И он понимает, что да, надо помочь, надо принять это, надо как-то это дать какой-то импульс, толчок, чтобы было у людей потом духовное развитие, там то же самое. С аммонитянами его бы не было. По четвертому уровню человек сильно расширяет свои представления о внешнем мире и среде, включая в них, наряду с материальным, также и тонкий мир, в частности, его астральные и ментальные планы. На этом уровне человек воспринимает внешние события как символические отражения процессов, идущие во внутреннем мире, и умеет связывать эти два мира воедино. Хотя ничего подобного не сказано об Иефае, кроме того, что он напрямую обращался к Господу, и он не просто попросил у него помощи, а когда он давал обет, а потом обет в дальнейшем и выполнил, явно, что он относился к этому серьезно, явно, что он этому отводил очень значимое место в своей жизни, в своем внутреннем мире в первую очередь. Он обращается к Богу, Бог ему помогает побороть аммонитян, и если бы это было не так, то вспоминайте все себя в детстве. Боженька, у меня болит живот, пожалуйста, помоги мне, пусть эта боль пройдет, я буду всегда теперь послушным, буду только пятерки приносить, и не всегда буду мыть руки перед едой, а потом попускает, и ты думаешь, так это же не Боженька, это просто попустила. Так вот бывает. Поболел животик и перестал, и все. Но тут же такого не происходит. И мы понимаем серьезность того, как человек относится к этому. И мы понимаем, что он, если и не на четвертом уровне, то уж точно между третьим и четвертым, относительно того, что он внешний материальный мир воспринимает с тонким миром, и их не разделяет, и может даже видеть их. И хотя это в большей степени ощущалось у нас с королем Пентаклей в предыдущей лекции, когда мы говорили с вами о царе Кире, да, когда он всех, кто находился в его владении, воспринимал как тех, кого мы приручили.
И в отличие даже порой от самих иудеев, израильтян, видел в них не просто материальные пешки людей, которые могут ему пентакли приносить, а он видел духовных личностей, которым нужно дать что-то, духовное развитие. Они могут сами этого не понимать, но я им храм построю, отстрою, позволю. Они выстрелят, они мощно поднимутся вверх. Тут такого не сказано, но не исключаю, что такие мысли могли быть у Иефая тоже, когда он заключал завет с Господом, обет по поводу того, чтобы он ему помог, что вот он освободит евреев от этого гнета аммонитян, чтобы они дальше могли, как они же обратились к Господу, да, помните, они грешили, потом они поняли, что они совершают плохо, они всех своих идолов уничтожили, взмолились к Богу, и, в общем-то, Бог им, по большому счету, если так рассуждать, он им послал кого? Иефая. Человек видит иллюзорность материального мира как символического образа мира тонкого, но одновременно видит людей как духовные существа, живущие одновременно на тонком и материальном планах, даже если они не подозревают о существовании первого из них, о чем я уже сказал до этого. Вот. Я сейчас предлагаю тогда погрузиться в соответствие, чтобы мы сейчас с вами посмотрели уже, как двойка пентаклей может у нас отыграться в разных наших сферах. И потом будем двигаться уже на расслабоне. В карьере, в саморазвитии, то, что у нас относится к стихии огонь, относится у нас к жезлам в масти Таро. Это то, как себя человек ведет, вот, в принципе, по второму зодиакальному дому. И на прошлой лекции я уже говорил о том, что, по большому счету, второй зодиакальный дом – это база, это то, на чем все строится остальное. Порой включаются и другие дома, но по умолчанию включен второй, потому что есть мы, есть внешний мир, и какое-то постоянное взаимодействие с ним на разных уровнях прокачки, насколько мы можем себя саморазвить в этом всем. Поэтому по работе у нас, по карьере, это лавирование. Да, вот глядя на эту карту, давайте, понимаю, что здесь мы уже привыкли к этому балансированию такому, давайте мы переключимся на вот эту карту и вспоминаем с вами Иефая, вспоминаем ситуацию, когда к нему пришли старейшины, и вот он балансирует, да, окей, давайте мы с вами поговорим, давайте договоримся, вы меня выгнали, да, а теперь ко мне пришли, и что я с этого буду, и вот это вот такие переговоры, да, условно говоря. Многозадачность. Когда мы уже говорим о конкретном каком-то работнике, сотруднике, о ситуации, может быть, какой-то текущей, то есть когда надо не только две ситуации, а и то, и то, и то, и то, и то, как я уже говорил, там, да, и с аммонитянами порешать, и еще подумать, как это все устроить со старейшинами, мысли о том, чтобы вернуться в свой родной дом, а дочка у него осталась тут, а что делать с ребятами, которые праздные с ним были, вот такой вот. И это все надо разрулить, и он разрулил. В итоге мы же понимаем, что он разрулил это все. Не только понимаем, а прочитали. Суета. Это может означать такую суету, как в хорошем, так и в плохом смысле. То есть это может говорить просто о переливании из пустого в порожнее, о том, что вот день такой прошел, вот так вот. Поднимал то одну телефонную трубку, то вторую, там алло, а там здравствуйте, я вас слушаю. Да? То есть вот такое вот. Подстраивание под клиента, работодателя, тут уже партнера, у кого в какой сфере рабочей как это может проигрываться. То есть есть реальность, помните, да, одна и вторая. Реальность моя, либо моей фирмы, либо того человека, кого я представляю, и вторая реальность. И это надо, вот простой пример, работа адвоката в момент заседания в суде. Он представляет интересы своего клиента, с другой стороны есть там какая-то обвиняемая сторона, и надо прийти к какому-то консенсусу. Потому что, да, можно полностью взять и выиграть дело, имеется в виду разгромить там какими-то фактами, а если оно такое вот как-то такое, вот как по этой карте, да, неоднозначное, надо принять ту вторую реальность тоже, надо как-то договориться, надо, давайте мы не 15 лет, давайте 1 год условно, да, человек в принципе не виновен, он это сделал не специально, да, вот он сидит, плачет, раскаивается, пойдем ему навстречу. Так, профессионализм, да, я здесь сделал себе заметочку «Волк с Уолл-стрит», но мы об этом фильме поговорим как раз в разрезе профессионализма в закладочке биография, там об этом фильме мы поговорим полнее. Но в целом это может говорить о человеке профессиональном, то есть человек, который сумел
Если тут профессионал не совсем понятно, то вот тут мы вспоминаем Иефая. Профессионал, да? К нему обратились старейшины. Давайте так, да, вот со стороны такой деловой этики смотрим. К нему обратились старейшины, и что они получили на выходе? Они на выходе получили положительный результат. Мало того, что он выгнал аммонитян, так он еще и по зубам дал колену Ефремову, которая пришла, начала возбухать, мол, что вообще вы выступили против, точнее, без нас, не позвали нас. Ну, они же пришли не просто сказать и пузыри понадувать. Нет, они хотели что-то с этого поиметь, да, поимели их, а не они. Поэтому речь идет о профессионализме, о какой-то деловой хватке такой, да, то есть ты смог, дипломатия в том числе, да, почему бы нет. Это могут быть также препятствия, ну, объективно, да, присутствуют какие-то препятствия. Ты идешь со своей одной пентаклиной, у тебя раз скинули вторую пентаклину. И куда мне теперь? Я вообще туда шел, а эту пентаклину нужно туда отнести. Препятствия, да, пока я отнесу, потом вернусь. Ну, понимаем, что какие-то возникают трудности на пути. Также может говорить и о конкуренции. Вспоминаем тоже колено Ефремова, пришли и говорят: а что вы вообще без нас пошли? А что нас не позвали? И что теперь? И как будем делить победу эту, которая досталась только вам одним? Нехорошо. По взаимоотношениям, по кубкам между близкими людьми. Снова-таки, принятие реальности. Вспоминаем дочку Иефая. Вот она радостно приходит, вот она танцующая такая, ну, отец ее герой, национальный герой, по большому счету, вы можете себе представить. Человек ушел на войну предводителем, был никем, из дома, ну как никем, да, из дома выгнали, по большому счету его в какой степени обесчестили, лишили наследства. А человек возвращается национальным героем, он справедливо одержал победу, и она вот вся вот такая вот праздничная, а он рвет на себе одежды и говорит: я дал слово о тебе, и не могу теперь его не сдержать. И она говорит: ну, коль не можешь, значит не можешь, да, вот все. Как будет, так и будет. Принятие реальности. Тяжело. Она не избежала, и он не отказался от своего слова. То есть, ну вот, как бы это ни было тяжело, но принятие реальности. Это в этой карте никак не прослеживается, но в целом мы говорим, когда о двойке и взаимоотношениях, то если есть соседние карты, либо раскрытие этой карты полнее, то может, конечно, говорить об измене. Почему? Потому что, помните, сами читали о том, что это может быть выбор между двух партнеров. Особенно, когда там парень, либо девушка еще на стадии встречания какого-то, да. Вот у меня там есть Таня, есть у меня там Настя какая-то, да, и вот человек выбирает между тем-то и тем-то. Либо там есть Алексей, есть Александр. Я вот тоже подумаю, кто из них мне больше по душе. Ну и в общем-то, это не только когда речь идет о выборе до замужества, это может быть и в процессе, так сказать, и после. Также это может быть и примирение. Примирение у нас присутствовало здесь. Почему оно присутствует, примирение? Хотя это было примирение между жителями Галаада и Иефаем, но представим это как две противоположные стороны, а очень часто в Библии у нас таки выглядит, как Господь жених, а Израиль невеста. Да, вот представьте здесь, что одна сторона это невеста, второй жених. Вот они помирились. То был Иефай выгнан, теперь они пришли и помирились. То есть в момент переговоров они вот так вот побалансировали и помирились. Вот также могут быть и качели во взаимоотношениях. То есть когда вот утро, день, вечер, ночь, зима, лето, вот так вот, да, какие-то перепады, перемены настроения. Соседние карты могут показать у кого и из-за чего. Ну и в целом может говорить о равновесии. Вспоминайте, тут может быть канатоходца, что ли, не знаю, почему мне пример так сегодня в голову попал. Само по себе состояние и положение человека нестабильно, но он не падает, он сохраняет равновесие. То есть, казалось бы, объективно со стороны замирающая публика, вот такая, которая кричит, а они все ждут, ну не то чтобы ждут, они понимают, что вот-вот он упадет. Или каждый о себе думая, что человек бы упал, а он сохраняет равновесие, нормально все. В тяжелых ситуациях, а в семейной жизни, в взаимоотношениях с близкими людьми очень часто бывают тяжелые ситуации. Это умение балансировать между чем и чем. Между тяжелой ситуацией с одной стороны и нами, как семейная пара, с другой. Между одной моей реальностью и твоей, да, тут уже смотря в чем возникают этих две реальности. Либо как два вместе человека воспринимается как одна пентаклина, а внешний мир как другая. Либо каждый из них, как первый и седьмой дом, да,
Типа, ну и что мне делать? Я 7-й дом или я 1-й? Я себя больше люблю или я ее больше люблю? Как мне все-таки поступить в этом случае? Самому съесть все мороженое или с ней поделиться? По пентаклям. Это у нас сфера доход. В общем, помните, да, у нас там зарабатывание денег, сохранение денег, приумножение денег. И все, что с этим связано. Вокруг недвижимость, открытие бизнеса, ремонт, какие-то такие вот бытовые, простые, понятные вещи. Может говорить о 2 источниках дохода. Вот в таком случае. Такое просто и понятно. Да? И там, и там. Сбалансированный портфель. Очень часто, может быть, вы слышали такую фразу, особенно когда чуть больше погружены в тему финансов, и, как еще любят финансисты говорить, яйца нужно раскладывать в разные корзины. Да? Не держите в одной. Надо, чтобы валютный портфель был сбалансированный. Должны быть и евро, и доллары, там, и фунты стерлинги, то есть разная валюта. Потому что ты, как говорил, по-моему, царь Соломон, забыл, значит, как же он говорил? Что-то там делай вот так-то, утром собирай камни и вечером не давай отдых руке своей, ибо ты не знаешь, какое, мол, из дел Господь устроит лучше. Да? То есть, к сожалению, не помню, чтобы точно процитировать, но суть понятна. Вот то же самое, да, нужно и вот это сделать, и вот это, сбалансированный такой себе портфель. Вот в данном случае, как совет, представьте, такая карта совета, как мне стоит поступить там, с моими свободными сбережениями. Ну или там еще какой-то другой вопрос такого какого-то узкого характера. Вот и как раз речь об этом и идет. Я когда еще составлял сегодняшнюю лекцию, у меня вспомнил я пример по поводу сейчас не помню, зачем его применять, по поводу медленного накопления денег. Но, в общем-то, это не сюда, не знаю, ладно, пропустим. Приспосабливаемость, да, то есть поменялась как-то ситуация, поменялась конъюнктура рынка, изменились обстоятельства, объективно внешние, и нужно просто под них подстроиться. Простой пример, у вас был какой-то ресторанчик, и все замечательно, чудесно работало в течение последних 5 лет, все росло, развивалось, и каждый там какой-то квартал вы себе отмечали рост в графике, плюс. А тут рядом открывается через дорогу ресторан с похожей кухней, как у вас. Но, и там дальше можно перечислять, да, там лучше персонал, ниже цены, вкуснее меню, т.д. Новая реальность. Можно на это что сделать? Забить, да, лежать на диване, помню, по перевернутой, и ничего не делать. А манитяне уйдут сами, а они не уйдут. Они возьмут и перетащат всех ваших клиентов. Поэтому нужно что делать? Приспосабливаться. Значит, нужно пойти, промониторить, узнать, разузнать и сыграть на опережение. В конце концов, у вас клиентов больше. Сделать ремонт, сделать лучшее меню, достроить летнюю площадку, тут уже смотря по ситуации. Одним словом, приспосабливаться. Шаткость. Это как в целом положение, да, так помните, мы говорили, то есть для бедного человека это неплохо, для богатого человека это плохо. Потому что для бедного, наконец-то я сведу с концами, а для богатого, в смысле, я буду концы с концами сводить, да, и все. А яхты мои, а майбахи. Взвешивание за и против. Тоже такое, может быть, как некий выбор. Привет. Давно тебя не видели. Взвешивание за и против. Как тоже может быть некий совет, то есть внимание, посмотреть на оба варианта, на то и на то. А соседняя карта уже подскажет, в какую сторону стоит смотреть. То густо, то пусто. Ну, если так конкретно о деньгах, то вот тоже может быть по-разному. По мечам саморазвитие, прямые действия. Помните этот цикл, да, цикличность, то есть понимание того, что все, что нас окружает, вся наша Вселенная, она циклична. И знание этого закона помогает нам балансировать. То есть оно помогает нам, снова таки пример с зеброй. Да, вот есть черная полоса, есть белая полоса, есть черная полоса, есть белая. То есть если сейчас черная полоса, то однозначно будет белая. Черная не будет всегда, она не будет вечно. Не будет зима всю жизнь, она когда-то закончится. Если долго не заканчивается, да, то там другие карты подскажут тебе почему. Видение плюсов и минусов, да, то есть тоже
как день и ночь, как мужское и женское, как духовно и материально, да, вот на что стоит обратить внимание, то есть такие вот как бы и плюсы, и минусы, и то это нужно будет учитывать, и там подуспеть, и над тем поработать. Также может говорить о суетности, о том, что, ну, как бы вот зря ты это все суетишься, спешишь, балансируешь, успокойся, остановись, выдохни, передохни, не надо этого всего. Синхронность может быть. В чем суть синхронности? Вот понимая цикличность, да, приходит понимание синхронности. Глупо будет сеять, я все со своим огородом, глупо будет сеять огурцы в октябре месяце, потому что ты не находишься в синхронности с природой, то есть вы не резонируете с ней. Их надо весной, в мае, в июне сеять. Ну, в июле в крайнем случае еще можно успеть, да? Ну и, соответственно, собирать урожай тоже надо в какое-то другое время. Если мы говорим о саморазвитии, понимание синхронности, оно также нам дает ощущение того, когда лучше, вот, знаете, если мы говорим о йоге, например, или о том, вот каждый индивидуально может себя проанализировать, когда ему лучше дается учеба. Вот вечером, например, да, утром, либо днем, или на выходных. Когда он находится на природе, может быть, сидя в парке, на лавочке, среди какого-то шума города, либо, наоборот, уединенно в комнате. Вот такие какие-то вещи, наблюдение за собой, коль мы говорим о саморазвитии, и человек понимает, когда ему это лучше идет, когда это ему лучше заходит, когда ему лучше это дается. И включается та самая синхронность. То есть ты цикличные какие-то вещи, те, которые происходят вокруг тебя, помимо тебя, без тебя, они тебя не спрашивают, будут они происходить или нет, они просто происходят. Но ты за ними наблюдаешь, ага, это вот так, окей, я хочу в это включиться. Это как движение за течением. Да? Можно двигаться за течением, можно против. Порой, конечно, воспринимается как негативный пример. Ну, мол, все за течением плывут, а ты, мол, что, вот, будешь тоже, как все? Нет, а ты давай против течения греби. Но если за течением хороший путь, и тебе как раз туда по дороге, то вот и воспользуйся этим. Как есть сезонные, суточные, имеется в виду, прилива-отлива, да, есть там какие-то подвержены разным циклам временным. Так вот, понимание, осознание этого, да, там есть, не знаю, ряд электростанций, которые на этом работают, и просто люди могут эти вещи использовать только исходя из того, что они понаблюдали, увидели и поняли, когда это происходит и как это можно использовать. Вот и все. Так и в саморазвитии. И равновесие. Равновесие, да, в общем-то, это как видение плюсов и минусов, то есть это не ударяться в крайности. Не пытаться вот выдавить там какой-то максимум, забив на все остальное. То есть именно балансировать. Пройти серединный путь и там, и там. Так, 2 часа у нас прошло. И я вот несколько в замешательстве. Я сейчас предлагаю посмотреть искусство и посмотреть биографию. Честно говоря, вот этот раздел, что подготовил язычник, это уже настолько отвлеченная тема двойки пентаклей и настолько не касается вообще нашей темы, что, честно говоря, только будет отвлекать. Я, конечно, потратил на нее какое-то время, чтобы подготовить, и сейчас мы с вами еще уделили бы часа пол на то, чтобы ее зачитать, все эти 15 пунктов, и потом их найти все в Библии и обсудить. Лишнее, правда, честно говоря, будет лишнее. Поэтому давайте смотрим искусство с вами. Искусство. Смотрите, есть вот такая вот у нас живопись. Карл ван Мандер, 1548 год. Ну, а картина у нас, наверное, 1606 года написана. А может, это его дата рождения и смерти, скорее всего. В общем, где-то в этом промежутке он эту картину написал. Что мы здесь видим? Мы с вами видим сцену, когда встречает дочь Иефая своего отца. Конечно, нисколько это не похоже на иудеев того времени. Это у нас Себастьяно Риччи, 1659-1734. Иефай и его дочь. Тоже совершенно не похоже на то, чтобы это у нас был еврейский народ.
Но время требовало рисовать и писать именно таких персонажей. Редко, я уже говорил, удается найти в таком хорошем разрешении живопись. Вот можно рассмотреть деталировку. Видно трещины на масле. Не знаю, ваш экран это передает или нет. Я сейчас вижу это отчетливо. Современная картина. Если будет уместно, я вставлю небольшое видео о том, как она создавалась. Дочь Иефая. Написано маслом на деревянной панели. Частная коллекция. 2009 год. Я даже сайт прикрепил, на котором можно не купить эту картину, но купить ее репродукцию в разных каких-то форматах за вполне вменяемые деньги. Картина писалась с настоящей модели. Делалась фотография, и потом с нее писалось. Но мне понравилась в большей степени техника. И, естественно, та эмоция, которая передана на лице девушки, когда она узнала, что отец пообещал ее принести в жертву. А это, собственно, гравюра Гюстава Дере, 19 век. Можно ее также увеличить. Видим мы танцующих девушек с трубами, с арфами, с тимпанами, с бубенцами. И дочь Иефая, она так радостно встречает своего отца. Но, к сожалению, если она и не умерла на самом деле, то для Иефая, по большому счету, это ничего не поменяло, потому что он в любом случае лишился наследника, ибо она была девственницей и не оставила после себя потомства. И тут уже есть две версии. Либо он ее на самом деле принял в жертву, либо он ее отдал на служение в храме. Но, повторюсь, для него, для его отца, для его продолжения рода, а мы помним, как для евреев было важно продолжить свой род, это не имело никакого значения, потому что она как будто бы была умерщвлена, как будто бы была мертва, даже если была жива. Иефай и его дочь Джузеппе Дзоки, 1745 год. Вот так вот выглядит эта гравюра. Я сделал фрагмент более крупный, чтобы можно было посмотреть в деталях. Выглядит также потрясающе. Это, судя по всему, литография из какой-то древней Библии, 1889-1896 год. Вот сбоку видно, что кто-то попытался ее сделать в цветном варианте. Почему-то я думаю, что литография, хотя кто его знает, что было первоисточником, не уверен. Но такая вот, видите, картина, когда она обняла своего отца и утешает. Это самая двойка пентаклей, ну, мол, батя, ничего, прорвемся, да, но вот пообещал, так и будет. Как-то же мы с тобой справимся, что-то же оно будет, разрулим как-то, не переживай, в конце концов, что-то да получится. Себастьяно Мацони, 1611-1678 год. Это у нас написано «Жертвоприношение дочери». Меня порой поражают живопись Средневековья, как они часто любили по причине и без изображать ни с того ни с сего девушек с обнаженной грудью. Вот как будто бы они так ходили. Ну, наверное, была такая мода. Имеется в виду не мода так ходить, а мода так изображать. Это может быть что-то наподобие современного эротического искусства, когда нужно было привлечь внимание к своей живописи, к своим картинам. Я так понимаю, что дочь Иефая, вот она находится, вот это вот отец, и происходит какое-то действие. Вон там уже один человек с какими-то курениями благовонными, вот этот мужчина похож на некого священника, у него еще головной убор в виде полумесяца. Тоже достаточно в хорошем качестве, можно рассмотреть, как все это выглядит вблизи. Ну и, конечно, нисколько оно не пахнет иудейским народом того времени. Ни по архитектуре, ни по одежде, ни по чему.
Значит, тоже убийство, жертвоприношение дочери Иефая, Андреа Целести, 1695 год. И здесь видно, что этот мужчина, он, Иефай, пробил грудную клетку своей девушки, и она в настоящий момент просто умирает. Совершенно у нее такое какое-то неприятное лицо. Ну, в общем-то, автор так и хотел это изобразить и показать, и кровь, которая брызжет фонтаном, и меч, точнее не меч, такой как бы нож жертвенный, как для того, чтобы колоть овец или хрюшек. Ну, евреи не убивали свиней, овец, тельцов. Вот видно слуг, видно самого Иефая. Также нашел такой вот красивый веер 1740-60-е года, размер 28 на 52 сантиметра. И рядышком, ну, смотрите, да, вот видно всю эту сцену, когда дочь Иефая встречает его, а он, боже мой, что ты со мной делаешь? И он прям так вот бросил свой щит с каким-то шлемом, непонятно чей это шлем, он же сам в шлеме, и руку выставил вперед, мол, дочь моя, ты меня убила. Разорву одежды на себе, потому что нет сил все это терпеть. Вот такой вот фрагмент я сохранил, чтобы увидеть, насколько качественно выполнен данный веер, хотя ему уже очень много лет. Какая сложная деталировка. Скорее всего, это слоновая кость, хотя я не уверен и не читал об этом, но очень похоже. А вот эта картина, это у нас полотно. Дата создания третья четверть 17 века, то есть это 1670-е года. Фактически размеры 44 на 54 сантиметра. Это холст, обработанный шелком и металлической нитью. Ну, наверное, металлизированный имеется в виду, это я переводил с английского. Тоже удалось мне найти этот гобелен в хорошем качестве, и посмотрите на эту потрясающую работу. На то, как... Вот посмотрите на складки. Я не знаю, это красилось впоследствии. Посмотрите на тени, на полутени, на тона, на эти переходы, на градиент зеленого, на градиент коричневого, на разную толщину самих петелек. То есть там, где ткань должна уплотниться естественным образом, она уплотняется. Где она как бы растягивается и расширяется, ячейки более крупные. Лица, скорее всего, вышиты шелком, потому что они как нарисованы, как гладь. Волосы, посмотрите, как сделаны. Очень потрясающая работа, особенно когда ты задумываешься о том, когда ее сделали, и что это делалось только вручную. Ни о какой машинной вязке, ни о каком механизме речи быть не могло. Посмотрите на тонкость этой работы и на ее объемность. Это один из отдельных видов искусства. Масло, оно имеет свой объем, но то, как это сделано нитями. И опять же, мы это все с вами видим на плоском экране. Представьте, когда ты смотришь на подобный гобелен вживую, и он выглядит как объемный, он как 3D. Для времени тогдашнего это было просто поразительно. Посмотрите, сколько деталей, даже упряжь, она выполнена в нескольких цветах. На первый взгляд их кажется два, но такое ощущение, что здесь как минимум есть светлый и темный, еще какой-то полутон. Грива лошадки, ее упряжь вся, как она сделана. Очень много уделили внимания. Не знаю, почему я так на этом гобелене заострил свое внимание. Ну, можете его поближе рассмотреть. Повторюсь, что работа потрясающая. Давайте я вот так его максимально в пределах экрана сделаю крупнее. Можно будет потом его еще рассмотреть. Вот. Такая вот живопись. Давайте с вами перейдем тогда в биографию. Здесь посмотрим с вами буквально на два фильма, которые, пусть они не то чтобы полностью и целиком отображают двойку пентаклей, но как минимум есть там что-то от двойки пентаклей. Один из фильмов — это «Волк с Уолл-стрит», где главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо, второй
актер, который мне тоже очень нравится, по-моему, Мэтью МакКонахи. Но там именно как раз та самая двойка Пентаклей показана в деловой сфере. Как там человек профессионал, человек, который маневрирует, человек на телефоне, человек, который и там подсуетился, то есть он смог совместить там какие-то реальности, как свою личную какую-то реальность, да, там, кто фильм смотрел, помнит, что он пришел, там, в принципе, вообще никем, какую-то маленькую фирмочку, и как он там быстро начал находить общий язык с клиентами. И, в общем-то, сам разговор, само введение разговора с клиентами, оно и построено по двойке Пентаклей, да, есть ваша реальность, есть моя, ну, давайте, мол, договариваться, давайте уравняем. И как он потом пошел, и вся его фирма, которую он потом основал, как она тоже вот так вот мощно выстрелила. Если не смотрели, фильм захватывающий, можно, в общем-то, вечерок глянуть его. Второй фильм, один из моих любимых, это фильм «Биография», которая рассказывает о музыканте Рэй Чарльз Робинсон, мальчик, который родился в очень бедной семье, и достаточно в раннем детстве он начал слепнуть. Вот это вот одна из скриншотов показывает, как мама ему закапала глаза и, в общем-то, смотрит, что он уже почти ничего не видит. Но парадокс в том, что не просто стал известным музыкантом, а там очень хорошо показана в этом фильме его жизнь, какую он вел, и как он жил, и как он каждый день балансировал между своей реальностью любого человека и реальностью окружающего мира, который сделан для зрячих, для тех, которые видят. Как человек в этом существовал как на бытовом плане, да, вот в буквальном смысле по двойке Пентаклей, а также как он это внутренне все переживал, и как он строил отношения с другими девушками, что совершенно нетипично, не похоже на человека, которого можно было назвать калекой и инвалидом. И в целом его вся жизнь можно также назвать вот как некая такая балансировка по двойке Пентаклей. Фильм захватывающий, интересный, если любите джазовую музыку и если, в принципе, нормально воспринимаете такие вот картины. Кстати, в главной роли здесь играла Джейми Фокс, и, по-моему, это была его первая картина, за которую он получил Оскар. Ну, очень классно он сыграл, настолько он вжился в роль. Я впечатлился в свое время, много лет назад, когда я его впервые смотрел, примерно в те годы, когда он и вышел, в 2004, и посмотрел после этого прямые записи на Ютубе с живым Рэем Чарльзом, и, конечно, внешность, ну, понятно, не смогли подобрать, потому что эти записи, которые я видел, там был уже старичок, седовласый, лет 70, может быть, там, я не помню, в котором он возрасте умер, а там все-таки Джейми Фокс играл его молодость. Но повадки, манера поведения, то есть видно, что Джейми Фокс прям вживался в роль, он смотрел и старые записи, и картины с ним, я не знаю, там, ну, в общем, любую какую-то доступную информацию, и он попытался перенять то, как себя мог бы вести тот самый Рэй Чарльз в жизни. И, как по мне, сыграл гениально. Как со стороны музыканта, так и со стороны отца, со стороны мужа, со стороны любовника, со стороны человека, который изменял, с разных сторон. Картина потрясающая. Если не смотрели вдруг, можете глянуть. Вот и все. Вот мы с вами и обсудили сегодняшнюю карту, обсудили мы с вами двойку Пентаклей. И понимаем, что, хотя здесь изображена дочь Иефая, но по большому счету это не только сам Иефай, это все, что вокруг него вращается. Ну, в большей степени, конечно, сам Иефай. Потому что и дочь его, и старейшины к нему пришли, и он обращался к Господу, прося у него помощи, да, вот балансируя между всем этим. Хотя я здесь подобрал главное слово «адаптивность» по этой карте. Ну, конечно, тут не только адаптивность, тут может быть и баланс, тут и равновесие, тут и сочетание несочетаемой, и противоположных сторон, и много еще чего другого, но почему-то мне захотелось остановить свое внимание именно на этом слове, на адаптивности. Стоит напомнить, что это у нас второй зодиакальный дом. Это дом, где у нас есть сам человек, и он в какой-то момент обнаруживает, что есть еще кроме него окружающий мир, есть какая-то внешняя реальность, и с ней нужно взаимодействовать. И это не 10-й дом, да? Конечно, 10-й дом Козерог мог бы здесь присутствовать, потому что внешняя реальность начинает очень мощно и сильно давить, какой-то своей неукротимостью, неумолимостью. И можно было бы применить это к сцене, когда он встречает свою дочь, рвет на себе одежду, как именно вот 10-й дом, как некий такой вот фатализм, и что теперь делать, отказываться от своего слова. То есть прямо такая сцена очень похожа на сцену с Авраамом, когда он должен был заколоть своего сына Исаака.
Но в целом больше эта карта, конечно, особенно по классической трактовке Уэйта, она относится ко второму зодиакальному дому. Просто есть разные уровни степени прокачки, и мы заметили с вами, что примерно вот на третьем, с третьего на четвертый переход уровень проработки второго зодиакального дома, это как раз есть и Ефай. Когда он, хоть его и выгнали, он себя все равно продолжал осознавать и ощущать частью дома Израилева, и что он может помочь, они от него зависят. Он мог бы отказаться, но не отказывается, они от него зависят, и он хочет помочь своему народу, и видит в этом какое-то высшее духовное предназначение. И видим, что он просит даже о помощи у Господа, не полагаясь только на свои силы. Я надеюсь, что смог вам раскрыть сегодняшнюю тему, раскрыл, может быть, чуть полнее и классическую карту по двойке, и у вас теперь есть четкое представление и понимание об этой карте из колоды Гюстава Доре. Вот, поэтому всем спасибо и до встречи. До свидания.